Мой любимый город. Да, там у меня очень много друзей, товарищей, и есть один лучший интернет-друг. У вас есть лучший интернет-друг? Обязательно напишите в комментариях, как его зовут. И, кстати, семья — это ответственность на всю жизнь. Так говорят «Мама в 16». Прямо сейчас, 4.09 вечером, идет премьера «Мама в 16». Понимаете? Премьера второго сезона, первая серия. Татьяна Чита. Чита на самом деле, не Чита, да. Вот, так что как так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Телепрограмме «Мама в 16». Большой привет, здравствуйте, товарищи. Делайте дальше годноту, ну а мы вас пойдем посмотрим. С вашего позволения, ссылочку оставлю на «Мама 16» в комментарии. Свежачела. Помните, как Брюс Всемогущий-то вот это вот был? Мистер Эксклюзив, то есть, понимаешь, только принять премьера, и тут уже папа, все, запись идет просто полным ходом. Кстати, чтобы участвовать, не в повторе смотреть на ютубе, а прям сейчас, обязательно переходите в телеграм-канал Hard Inside, там есть все упоминания, там есть обо всех стримах, можно прям ворваться и просто вот так вот сделать, да, и все знать, все шарить. Я не подстрекать, но... Вот если бы Никита сидел не вместе вот с этой вот девочкой, да, а, например, был, знаете кем? Киберспортсменом. Ты меня спросишь, при чем здесь киберспортсмены? Потому что они очень по многу сидят и тренируют свой скилл. Знаете где? Правильно, в игре Dota 2. Да, самое дружное комьюнити, самые шикарные ребята там играют. И, между прочим, да, знаете, сколько призовой фонд на этих турнирах? Несколько миллионов долларов. Представляешь? Да, очень часто. Но Никита, он же не знает то, что у нас в первом закрепленном комментарии есть ссылочка на нашего партнера, да? Он не знает об этом. И он вот в это влез. Но если бы он играл в доту и был бы зарегистрирован, да, вот у наших партнеров, и закинул бы вот этот вот фрибетик бы забрал, то там, да, International, кстати, да, турнир называется. Знаешь, нет? Не знаешь? В общем, чтобы не быть как Никита, да, ссылочка в первом, как говорится, комментарии. ESL One Asia называется. Представляешь? ESL One Asia. The International. Кстати, я на финал, между прочим, меня пригласили. Да, пойду смотреть финал. Да, я же сам дотер. Ну, ты понял. В первом закрепленном ссылочка, либо в чатике. Спасибо. Поехали. Влюбленные, беззаботные, счастливые. Тебе 16 и кажется, все еще впереди. Но взрослая жизнь начнется раньше. Уникальные истории девочек-подростков из разных уголков. Девочки-подростки. О боже. Оденьте, говорит, во что-нибудь нормальное, там рядом будут мои родители. Ладно, хорошо, вот, пожалуйста. Подъедь, говорит, только как человек, ладно. Ля. Привет, меня зовут Таня. Девочки, Таня, Аня, Маня, неважно. Девочки, скажите мне одну вещь, откройте. Пожалуйста, напишите в комментариях, вот это что вот это вы лепите. Мне 37 в этом году, прекрасно, да, выглядит, да, я знаю, что вы сейчас типа такие, что, 37, мы думали ему 20. Вот это для чего лепится? Не надо писать для красоты, не это гон. Я просто вот очень часто в последнее время это вижу, не знаю, в чем прикол, но смотрится очень дешево. Вот, очень интересно. Я живу в городе Чита Забайкальского края. Город Чита. Я девушка своенравная и самоуверенная. О боже. Я человек очень властный. Я люблю, когда все по-моему. Очень, наверное, наглая. Я всегда добиваюсь своей цели и иду напролом, никого не слушая. Мою маму зовут Юлия Валерьевна. Ей 38 лет. Она домохозяйка. Показалось на секунду. Получает детские пособия по потере кормильца. Это 30 тысяч рублей в месяц. Мне не нравится, что она все время учит меня жизни, как будто я маленькая. Очень опасно. Таня – это ребенок деловой с колбасой. Таня просто с самого детства делает все по-своему. Мы всегда ругаемся с мамой, потому что я ее не слушаю. Мне что-то надо. Вы, кстати, в курсе, да, про рыжих девушек? Есть два факта. То, что у них нет души. И второе, то, что они очень любят что? Правильно. Я, конечно, не знаю, факт это или нет. Да. Я плюнула, пошла.
А зачем мне кого-то слушать, если у меня есть свое мнение? О, поехали. Вот она. Вот она. Мама мне с детства говорила, что ей тяжело меня воспитывать. Таня, это что такое? Мама, отстань. Я Ты почему все пораскидала? Обуви даже сюда зашла в зал. Мама, я все уберу. Во сколько ты заявилась? Это что такое? Подожди. Это что за ну погоди? Что это такое? Я не пойму. Я все уберу. Во сколько Что ты происходит? заявилась? Что-то Во через сколько? обещанных 2 5 часа минут тебя назад не было? пришла. Что? Ага. Вставай давай и убирай все. Ну, я не знаю, почему она не может меня понять, потому что, как бы, я молодая, мне хочется развиваться, хочется общаться, Некоторые в 31 хотят, кстати, развиваться, и это я не про себя. хочется тусить. Живем один раз, почему бы и нет? Своего отца я вообще не знаю, да и мама его не очень помнит. Она рассказывала мне, что его зовут Юрий, и они познакомились в большой компании, когда отмечали Новый год. Дело было просто в молодости. Мужчина был женатый. Мне 20 лет. Получилось, залетело все. Я в семью не стала лезть и все. Когда мне Короче, он просто бросил семя, я понял. было 2 года, мама вышла замуж за моего отчима Романа Владимировича, который стал мне настоящим папой. О, нормально. Меня удочерил папа Рома. И он сразу сказал: на моя я ничего не знаю. Это один из самых родных моих людей. От него мама родила мне брата Мишу, которому сейчас уже 15. добро! Он занимается музыкой, мечтает о своей... forget. Сатана могила, сатана могила. Наши ребята, наши, я говорил, что молодое поколение еще не пространо, понимаете, это жизненно, это не пространо, да, молодец, вот сидит, и там мельница горит, пошло. Доченька, ты, говорит, чем занимаешься? Все хорошо. Да. группе. И сестру Машу, ей 10 лет. Она учится в 3 классе. Таня, помоги с уроками. Таня, Маня, я не понимаю имя какое. Таня? Сколько я еще буду с тобой уроки делать? Если ты мне поможешь с уроками, я тебе не спорю то, что ты мамин горшок разбил. Вот ты красиво. Пошли. Я помогаю с учебой младшим. Пацаны, но в сама хате оканчивала крыса школу завелась. тяжело. В результате моих тусовок я чуть не завалила экзамены за 9 класс. С трудом получив 3, в 10 я не пошла. Но и поступить куда-то сразу не получилось. Да и В нахер итоге не я надо. решила забить на учебу. О! Мне, конечно, не хватало внимания, О! так как у меня есть младший брат и младшая сестра. Товарищ, бросай в песту свою работу. Встретим, нажравшись в месище субботу. Ай, молодец. Молодец, далеко пойдет, да. Ну, уже пришла, да. Молодец. Ну, я старалась понимать, что Вы можете только объяснить, почему у нее сиськи размером с мою голову в 16 лет? Я не понимаю. Почему так? И меня сейчас прорвет, меня сейчас Леха 2 придет, и он будет все это выяснять. Почему так происходит? Почему, когда мне было 16-17 лет, у нас кунсткамера вокруг меня была, понимаете? Все эти очки, прыщавые все. Сука, сейчас что происходит? Почему так? Объясните мне, я еще раз говорю. Это просто, это цирк уродов был какой-то, честное слово. Что сейчас произошло? Почему все девки разом резко стали красивые? Что такое? Что? Я не понимаю. Почему? Это, я не пойму, не завозили, что ли, в свое время? ГМО, да. маме и папе нужно было работать. Сейчас девки пацанов ищут. Я тебе говорю, у меня подписчицы жалуются. Говорят: Леха, нету пацанов нормальных. Нету, я тебе говорю, давеча вот иду, смотрю, идет, одной ногой пишет, второй зачеркивает. Я говорю: мать моя женщина, там просто ухоженная, вся накрашенная, вся, понимаешь, вся вот такая вот одежда, и рядом идет. Ребята,
Ах, блядь. Я говорю, как, ну почему так? Ну как это работает? Вот эти вот шутки, вот эти вот прибаутки, вот это все мочат. И сели покушать тоже он нашей тусовкой. Сел парень с девчонкой. Мужик нормальный сидит. Мужик, ну, реально прям такой, он весь забитый, там, рукав, такие банки у него, как у меня, короче, тоже 54 баночка, да, жесткая. Вот, и сидит рядом. Я... Побыстрее мне воды принесите, воды. Я сижу такой, голову повернул. Воды мне надо, воды. Вроде нормальная девка, вроде нормально одета, так себя ведет. Просто жесть, и мужик... Я сейчас все решу, успокойся, дорогая, милая, моя любимая, самая единственная. Сейчас я вот все, я думаю, бля, что вообще, что это такое? Куда вы смотрите? Где ваши глаза? Почему? Мама помимо этого приходила с работы, ей нужно было сварить, покушать, сделать с нами уроки, убраться дома. 9 класс. Ну, поэтому было такое, наверное, что я как-то пыталась вот это вот чувство любви искать на улице, в друзьях, в парнях. Я училась в обычной школе. В младших классах у меня была хорошая успеваемость. Но когда мне исполнилось 13 лет, у меня появилась компания, с которой я начала тусить допоздна. Сейчас сосисочки пожарим. Сосисочки. Куда ты пихаешь? Куда ты забрасываешь? Куда? Какие нахер те сосисочки? Вам всем в зал надо. Вам, если в 16 лет вас так распидорасило по всему экрану, то в 25, в 30 лет вас просто вы лопнете, блядь. Пожалуйста, прекратите жрать столько в таком возрасте. Что ж такое-то, а? Я кость широкая. Не приняли бы за то, что разжигаем. С кем ты там в группе-то учишься? Мы не учим. Сходил на одну пару и все. Да, мне всегда нравятся большие компании. Это шум. Спокойно. Это движуха, это что-то интересное, какой-то кипиш. Мне казалось, вроде бы она здесь во дворе, как она мне на тот момент объясняла, что мамочка, я здесь, я рядом. А сама ходила по тусовкам, естественно, из-за А мать проверить не могла? Нет, ни разу. этого очень много ругани. Когда мне было 15 лет, в нашей семье случилась трагедия. Моего отчима на пешеходном переходе сбил автомобиль. Он лежал в реанимации и боролся за жизнь. Через 2 недели отчим умер. Тяжко без тебя нам. Теперь на меня одну все легло. Это для меня настолько была тяжелая потеря. Я могла на тот момент вообще, мне кажется, даже спиться. На фоне этого у меня произошел инсульт. Если бы не мои дети, я бы, наверное, сама просто с этим не справилась. Детям было очень тяжело. Да. После смерти папы сорвало у меня башню, и я начала злоупотреблять алкоголем. Впала в депрессию, ходила к психологу. Никогда, вот запомните раз и навсегда, по себе скажу, по своей жизни. Конечно, у всех разные подходы к жизни, и все по-разному воспринимают, но это то, с чем всегда рано или поздно нам придется столкнуться. И нужно просто быть к этому, готовыми. Нужно двигаться дальше. Ни в коем случае не надо дотрагиваться до стакана, до запрещенных всяких веществ. С этими придурочными этими компаниями не связываться, потому что вы ничего никому не докажете. Вы только себе жизнь сломаете, и все. Вот. Дальше это залеты, пьянки, гулянки, сломанные жизни, сломанные руки, сломанные носы, тюрьма и так далее и тому подобное. Поэтому только вперед, 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 вперед. Немножечко посидеть, погрустить и дальше вперед. Да, отвлечься, заняться каким-то делом, заняться спортом, заняться работой, загрузить себя, и вы это переживете. Все у вас получится. Так что будьте здоровы все. Психологу занималась очень долгое время. В то время мама меня не пилила. Она пером пишет. Через полгода я стала чувствовать себя немного лучше и решила снова взяться Что происходит? за учебу.
Я пыталась ее вытянуть. Мне пришлось нанимать ей кучу репетиторов. Это очень сложно далось. С тех пор я начала учиться. В конце года я сдала все экзамены и поступила в Забайкальский институт предпринимательства на юриста. В этом институте есть программа для выпускников 9 класса. Я учусь заочно и 2 раза в год сдаю сессию. Я поставила себе цель Сессию, слово такое ублюдочное. Сессия. Сессия. взяться за учебу, стать оперативником, раскрывать убийства, преступления и помогать в этом людям. Через 1,5 года после гибели отчима мама начала общаться с другими мужчинами в соцсетях. Мы с братом были даже рады этому, потому что она сильно переживала смерть папы Ромы. Она встретила дядю Мишу и расцвела еще больше, поняла, что все-таки жизнь на этом не заканчивается, что семья не закончилась, что можно строить дальше. Так в нашей жизни появился Михаил Владимирович. Ему 40 лет, он работает слесарем в управляющем. Сколько лет? Сколько? Я не пойму, я правда, я никого, мужики, обидеть не хочу. Какого хера? Вроде все одинаково работали. Может, просто я не бухаю, потому что? Ну это просто, это, ну как такое различие может быть? Как? Компании получают 50 тысяч рублей в месяц. О, мужик работяга, хорош. К маме и к нам. Привет, семья. Все, отработал. Я голубцы приготовил. Что, нормальный мужик? Был хозяйственная. Дома чистота всегда, порядок. Ребятишки накормленные, напоенные, обутые. Учатся, сразу этим их зацепило. Ну а что, обычно мы с дядей Мишей дружим. И ругаемся только если он начинает меня воспитывать. А Танька где? Таня что у нас? Чем занята, как всегда? В телефоне, в телевизоре. Одна работа у нее. Таня! Поехали. Мать надрачивает. А что, матери не помогашь? Прибраться что-нибудь помогла бы? Я не для этого рождалась да на как? этот свет. Да как? Ёб твою мать, да как? Объясните мне, глупому, как? Какого Как? Да как? Я еще раз спрашиваю. Чат, люди добрые, как? Мандарин, ты что молчишь? Да боже, да как это возможно? Да где я? Чат. Привет, чтобы у плиты 24 Я все понял, да. А, ну, как заговорили. Да. Это с учебой что, как к сессии готовишься? Готовлю, все хорошо. Ну, смотри, чтобы точно было. Есть у нее разбалованность, как бы она такая, порой какими-то моментами даже Юлю не слушается. Где-то ой, приходишь... я вот эту хрень, я вам сейчас все расскажу. У меня 2 сына, 10 лет и 3 года. Вот я старшему так сказал. Я говорю, сынок, я как вот у нас вот в свое время мы, да я, да ты, да, сейчас, да, расскажешь мне. Да, я закончил школу 11 классов без троек. То есть мы учились, мы понимали, что я домой приду, это будет все, конец. Хорошо ли это, плохо ли это уже отдельная тема для разговора. Я ему просто сказал, сыночек, учишься, хорошо. Получаем, вот, допустим, вот я ему крайний раз говорю, я говорю, телефончик папин, как раз я менял себе новый. Я говорю, айфончик, да, я говорю, вот тебе папа подарит свой. Но надо заслужить. Полгода, пацан, учился, одни 5, круглый отличник, 3 олимпиады, сам, реально умный. Я не знаю, в кого он умный, у нас нет таких, у нас все нормальные люди. Вот, дальше, говорю, сыночек, компьютер. Говорит, вот у меня там у друга компьютер. Я говорю, давай, могу. Папка себе как раз вот менял, ролик на канале есть. Про компьютер, про сходку в Нижнем Новгороде. Я говорю, давай, могу, да. И вот, я говорю, ну тогда надо, как бы, ну, по спорту, он все-таки не зря с 5 лет занимается. Я говорю, разряд получишь? Нет. Говорит, могу. Все. В ноябре, что ли, то ли в начале декабря, того еще года. В 9 лет парень уже разряд получил, юношеский. Понимаешь? Цель есть?
папка премирует. Вот я считаю, вот это самое нормальное. Когда цели нет, все, стоп-кран, постой, паровоз, не стучите колеса, да. Потому что, ну, стремления нет, ни хера нет, все, сиди, значит, там в носу ковыряй. То есть я считаю, что вот так вот это нормально. При этом сам ходит, сам учится, сам занимается, и все как бы хорошо. Да, тяжело, но ну а как? Ну а как? Ну зато везде хвалят. Хвалят, да, и по факту прихожу, я говорю, что, потому что папка такой. Мне говорят, нет, вот, смотрите, вот Олимпиада написана, вот это написано, вот то сделано, это сделано. Все хорошо, вот, ну не слушает, бывает там, бывает, да, там он то дверь какую-то выломали, то еще, ну, пацаны, что я буду? Ну как, ну вот скажите мне, вот, я буду приходить, да, сын, ты такой вот тупой, вот ты вот, ну бывает, ну что, ну сломали они дверь там какую-то в школе, ну заперли, там взял, дал дырку сделал в двери, я рассказывал. Ну и что? И что? Ну ладно, ну бывает. Ну пацаны поссорились, подрались, помирились. Чего? Ничего страшного, сами такие же были. Вот, поэтому я вот таких вот взглядов, вот таких вот, да. Главное, когда учится, все, вопросов нет, каждый свое дело делает. Правильно? Правильно, да, все. Все это наболевшие, все-таки уже взрослый. И помогать, поругаешься в пределах разумного. Ну, я, конечно, рада, что дядя Миша оберегает маму. Кстати, всем, кто поставил лайк, могу всех усыновить, да, кто захочет. Хотя у меня все взрослые, да, смотрят в основном сейчас, конечно, уже все выросли. Но все равно, да, можем там сродниться с вами, да. На там всякие, у меня есть там определенные затеи, да, так что, короче, лайк поставьте на канал, подпишитесь, мы с вами подружимся. И Мишу с Машей. Мишу с Машей. Когда он лезет ко мне и пытается меня воспитать, меня это просто выводит из себя. Но есть один человек, которому от дяди Миши достается еще больше. Это мой парень. Его зовут Никита. Ему 20 лет. А я даже не сомневался. Тут два варианта. Либо Саша, либо Никита. Есть еще одно имя смешное. Да. Ладно, не без обид, что-то начинаешь. Он окончил школу и сейчас работает на детейлинге. Моет машины и подготавливает их к продаже. Зарабатывает 15 тысяч рублей в месяц. Он просто офигенный. В детейлинге 15 тысяч рублей в месяц? Папе твои любимые взял. Да. А где такие у нас зарплаты? Вы мне объясните, это как? 15 тысяч рублей в месяц, работая в детейлинге. Чудо, моя маленькая. Ты замерзла? Угу. На, попей кофе горячее пока. Ты пролил. Куплю новую. Ну, главное, что он высокий. Чего, куплю новую? Я ж сама куплю шпендик, новую. И мне нужна рама 2×2, чтобы... Давайте на донат поставим. Давай, 10 тысяч сходу набираем лайков, поставлю на донат. Вот это вот можно, нет, вырезать? Я ж сама шпендик, и мне нужна рама 2×2. Вот это надо. Срочно надо на донат поставить. 10 тысяч лайков ставим, ставлю на донат на все стримы. Поехали. Чтобы сначала он такой идет, всех убью, а потом я такая, ха-ха, я тоже с ним иду. За что я ее полюбил, это за грудь. Тане мне нравится в первую очередь фигура, характер у нее. Меня все больше радует наше молодое поколение. Молодец. Молодец. Конечно, ну такой себе. Мы познакомились с Никитой на сайте знакомств. Он меня позвал гулять. Думал так, типа, попользоваться там, и уже вот как-то до сих пор вместе. Хотя хотелось просто на один ночь. Мне очень нравится, что Никита ведет себя как мужчина. А Никита же понимает, да, то, что она потом посмотрит передачу? Никита в курсе, нет? Никита, она в повторе может посмотреть, что ты говорил, нет? То есть он всегда поможет, там где-то придержит двери, где-то поможет донести пакеты. Это очень хорошее качество, я считаю. Нет, это не качество, это нормальное воспитание просто. На втором свидании Никита предложил встречаться. Я была счастлива. Мы вместе уже полгода. Давай. 10 из 12. Выбирайте любую игрушку с этой стены. Я хочу вот этого мишку. Можно его, пожалуйста? Его? Да. Довольно? Да. День, два, три мы гуляли уже. Я уже
Как меня триггерит всегда в отношениях вот этот вот детский сад. Я вам отвечаю, это вот эти, знаете, когда слова коверкуют, ты мой малышка моя, ска, вот это вот ска. Ох, блядь, я не могу, я слышу, у меня неконтролируемый какой-то приступы начинаются просто непроизвольные этой пены. Я не знаю, может, я один такой, но прям вот, да. Взяла, блин, на 3-й день отношений ему дала вот. И очень боялась за то, что после этого у него пропадет ко мне интерес, и он бросит меня. Но оказалось, что это не так. Правда, мама Никиты не воспринимает меня всерьез. Взяла на 3-й Ее зовут день. Татьяна Александровна, Чисто ей накинул 42 мне, да и года, всё. она работает лаборантом в медицине. Я еще раз спрашиваю, сколько ей? 42 года? 42. То есть, правда, 42. Честно. Я у вас всегда буду красивым. Да. Медицинской академии. Зарабатывает 40 тысяч в месяц. С самого начала обо мне она даже слышать не хотела. Мне всегда не нравились, кто появлялся. Ну, а это бухарь стопроцентный. Стопудово бухает. Я вам сразу говорю. Я потому что всегда говорила, что еще рано. Меня не надо со всеми... Мне кажется, она и сейчас вмазанная. Девчонками знакомить, с кем ты там общаешься и Стопудово. легкомысленно там дружишь. Папу Никиты зовут Денис Алексеевич, О. ему 49 лет. Он живет за городом. Тетя Таня развелась с ним, когда сыну было 9 лет. С тех пор Никита с отцом не общается. Ну, в детстве у нас с отцом было трудно. Он мог просто, так сказать, черка какого-нибудь загнать просто так. И я Чего? стал гулять, Кого загнать? пропадать из дома. По глазам Из-за Давида этого сразу синьки. я уже стал таким, как волк-одиночка. Не надо, ладно. Никиту воспитывала одна я. Тяжело было мне, да. С отцом Никиты мы прожили 10 лет. На фоне всех бытовых скандалов я просто решила для себя, что нам нужно было расстаться. Мама Никиты не хочет со мной знакомиться, поэтому у него дома мы никогда не встречаемся. А вот моя мама отнеслась к Никите Боже. хорошо. Когда они познакомились, дяди Миши в нашей семье еще не было. Никитке бы мальца на турниках бы повисеть, в лесенку поиграть. Вот тогда бы Никитка бы вообще бы нормально машиной стала. Что-то он дрищеватый какой-то. Причем вроде бы что-то как-то вот есть задатки какой-то, знаешь, кто-то мастерком немножечко помазал, да, чисто пару штрихов. Вот, но почему-то он как штрих выглядит, какой-то доходяга. Честное слово, но уже там сколько, 17-20 лет, но уже надо уже это, да, железочки немножечко потягать, чтобы, ну, прям хорошие, для себя чисто. Чисто баночки там были, ну, вот как у папки, вот он, я говорю, не занимается, а баночка, она просто ее, ну, ее не обхватить, ребят. Просто, ну, бандура вообще жесткая. много помогал маме по хозяйству, мог что-то починить, и ей это очень нравилось. С тех пор Никита часто у нас гостил и даже оставался ночевать. Высокий, красивый, такой статный парень. Он мне понравился, голубоглазый. То есть мать сама как бы родила ребенка по залету, и сама же оставляет 20-летнего пацана ночевать дома у себя со своей дочкой. Потрясающе. Благородный, так, можно сказать. Благородный. Мы ходили куда-то вместе в магазин. Он там, тетя Юль, давай это, сумочку мне несет везде и дверь откроет. Ну, не парень, а золото. Михаил же с Никитой не подружился. Отчим с первого дня настраивает маму против моего парня. Вы что, откуда и куда? Ночевать. Что, он-то почему здесь будет ночевать? Он будет ночевать со мной, спать. Не будет дома. Согласен с батей. Абсолютно согласен. Свободен, все. Девка молодая есть, машина теща отдает, квартира. Не-не-не, здесь есть. батя. Напоили. Не-не-не, но это пришли в гости, посидели, почилили, надо немножко тоже меру знать. Ну, типа, такое себе. Накормили, спать уложили, все. А жизненного-то как бы опыта у меня такого-то нет. Ну, скользкий человек, как бы вот. Но отчиму придется изменить свое мнение и наладить общение с Никитой. Ведь я жду ребенка. Так, страсти сейчас будут накаляться. Вот она. Первый раз Поехали. у нас с Никитой случился у меня дома. Когда дяди Миши еще не было, и мама души не чаяла в Никите, она всегда разрешала ему оставаться на ночь. Первый секс у нас произошел
под фильм «Ужастик», мы его только включили, и она начала ко мне прикасаться до такой степени, возбуждать меня, и я не удержался и говорю, ну давай. Ай, ну давай. Попробуем. Она согласилась. После этого начали чаще и чаще. Мама понимает, что у нас уже серьезные отношения и все по... А потом говорит, как швейная машинка Зингер. Молодец, говорит, безотказная девушка. Дай бог здоровья. Взрослому. Вы у меня уже не маленькие. Насчет предохранения. Не хочу не выйти. Как Вицин, помните, картошку ест? Молодец. Детей, мам, ты же знаешь, что не хочу вот это вот пеленки, разбашонки. Случаи бывают разные. Если что-то понадобится, я сама вам лично схожу и куплю. Мы сами справимся в этом. После первого полового акта мы с ним предохранялись, как бы контролировали это все. Потом мы просто с ним забили, и мама пусть сколько хочет, столько и говорит. Мне вообще... Я даже не боюсь. Просто достал, на лоб вот так положил. Говоришь, добрый вечер, дамы и господа, пятница в эфире. Спать станет без презервативов. То, что я знаю, то, что у меня есть реакция. Но из-за проблем с отчимом нам с Никитой негде проводить время вместе. Падики, Мы просимся ёпта. в гости к друзьям или встречаемся в подъезде. Все это неудобно. Я решила, что нам нужно отдельное жилье. Никита нашел квартиру, правда маленькую и далеко за городом, за 11 тысяч рублей в месяц. На лучший вариант его зарплаты не хватает. Мама не хотела меня отпускать, но я ее убедила. Чего у тебя так много барахла? Скажи, пожалуйста. Ну я же девочка. Нравится тебе? Ну что, потом денег заработаем и переедем в лучшую квартиру. Я тоже очень сильно рад, то, что мы... Не, хорошего, что, нормальная, просторная хата. Я там думал, там метр на метр. Люди о такой хате вообще мечтают. Хорошего, что? съехали наконец-то от твоих родителей. Только вот на чем они, на что они жить будут, вот это вот вопрос. Теперь они не будут доставать. Раз наши отношения с Никитой развиваются, и родители не готовы это принять, пока что придется жить в каких-то дебрях, быть в не очень хороших условиях, но мы поднимемся обязательно. Как только мы съехались, Никита каждый день зависает с друзьями, не ночует дома, сбрасывает мои звонки и часто приходит под утро пьяный. Раньше он так себя не вел. Что за издевательство? Я Пошла полночи не бытовуха. спала, тебя ждала. Иди, вали к своим друзьям, тогда с ними живи. Я-то эту квартиру снял, я и буду тут жить. Я из-за тебя в эти условия переехала. И чё? Чё не нравится? Не нравится мне здесь. Мне очень хочется вернуться в то время, когда наша жизнь была разнообразная, мы куда-то ходили. Ну, конечно, у мамки салатики-то пожрать, это разнообразный. Хочешь в подъезде почпокаться, хочешь к мамке подняться, как он, салатики там, нарезочки похавать, ну, нормально. Здесь ни хера себе, здесь готовить, убираться надо. Ну, нет, такое не пойдет. Нам всегда было чем заняться. А сейчас, к сожалению, у нас только в голове бутылка пива и кенты. Теперь я еще и заболела. Ужасно болит желудок и часто тошнит. 20 лет. Пацаны, не надо, не усандоливайтесь вы в эту пучину, эту морскую, господи, пожалуйста, не надо. Вот это вот нищета эта казанская, берите вы, поживите, кайфаните немножко сами, погуляйте, отдохните, девушка сама найдется, с ней поживите, посмотрите, какая она в быту, после этого что-то с ней пытайтесь строить. Куда вы все... Ой, блядь. Я рассказала об этом маме, и она повела меня к врачу. Поехали. Вот здесь. Угу. Все понятно. Ну что ж, тогда вставайте, одевайтесь, а я сейчас вам сделаю заключение. Врач поставил мне диагноз гастрит и выписал таблетки. Теперь мама будет отчитывать меня еще неделю, наверное. Вы вообще чем питаетесь-то там? Ты думаешь, на его зарплату особо пошикуешь? Что там? Ну, можно пойти поработать, кстати. Сухарики, чипсы. Переезжай домой тогда. Ладно, мам, я подумаю. Подожди, а как это произошло? Давай вместе подумаем. Смотри. Вот сформировалась, как всегда, очередная это супер классная ячейка общества, да, ячейка. Одна не работает, у второго зарплата 15 тысяч, они уезжают за город, ну, плюс-минус, да, там на окраину города, снимают квартиру за 11, при зарплате 15.
А, ну. И он еще бухает ходит. Непонятно. Разберемся уже. Слушай, давай я тебе денежку перекину на карту. Сходи, купи продукты. Мне очень стыдно, что приходится брать деньги у мамы. Я думала, что он как мужчина возьмет ответственность за меня, обеспечит хорошей жизнью, а ему этого все. Чего? Как мужчина возьмет ответственность за меня и обеспечит? Все не надо. При этом Никита очень ревнивый. Когда я встречаюсь с подружкой, он названивает мне каждые 15 минут. Мою лучшую подругу зовут Диана. Она моя ровесница. И мы дружим с 14 лет. С тех пор, как я живу с Никитой, мы с ней еще ни разу не смогли пообщаться спокойно из-за его контроля. Как налично. Все клубнично, блин. Таким стал. Он, ходит куда хочет, а я... Лучшая подруга Диана. Поехали. Вот как собачка, вот так. Сиди и жди. О. Ты вообще где есть? Я в кафе. С кем? С Дианой. Ну докажи мне, видео тогда включи. А я что, отчитываться обязана? Конечно. Ты со мной в отношениях. И что? Вот как ты заговорила, да. Ну тогда общайся с подругами и живи с ними. Я-то тут, если ты со мной жить начала. Все. В отношениях я собственник этого человека, а не кто-либо. Если только мое, значит мое. И поэтому я контролирую Таню, где, с кем, когда, зачем, почему. Это ненормально. Нужно учиться доверять, потому что без доверия какие могут быть отношения? Не такой жизни я с ним хотела. Я думаю собрать свои вещи и уйти к родителям. Сказочный долбоёб. Доверять свой дом чужим людям – это всегда риск. Мама уже интересный день. Да, Никита. Арбузер. После очередного скандала я все же ушла. Живу у мамы уже 2 недели, Никита часто звонит, но я не хочу отвечать. Я познакомилась в соцсети с интересным парнем Русланом, ему 25. Мы переписываемся почти каждый день. Он серьезный, внимательный, заботливый. Я решила встретиться. У него есть деньги. Сейчас, короче, будет забивная между Никитой и Русланом. Да. С Русланом, потому что я конкретно решила поставить точку с Никитой. Но свидание пришлось отменить. С утра мне снова стало плохо, болит голова и тошнит. Я вдруг поняла, что у меня задержка уже несколько дней. Я побежала в аптеку за тестом на беременность. Ну это вообще какой-то просто. Я вообще хотела закончить с ним отношения. А тут эти 2 полоски. Я теперь не понимаю, как мне быть дальше. Я запаниковала. Поэтому первым делом хочу посоветоваться с Дианой. Короче, ты сейчас... В общем, я беременна. Реально? Да. Я не знаю, как сказать об этом Никите. Серьезно? Нет. Что ты? Сейчас она тебе посоветует. Еще одна. Я вообще никак не планировала с ним семью. О, боже. Что делать будешь? Я не знаю, что делать. Мне не нужны дети, ну вообще. Ну, ему точно стоит это рассказать. Не знаю, честно, как Никита отреагирует. Мне кажется, он скажет, что мне это все не надо. Я хочу тусоваться. Никите я пока говорить не хочу. Но вот родителям сообщить придется. У нас ЧП. Ты прикалываешься или что? Нет, это правда. Таня. Будем делать аборт. Фу. Аборт однозначно точно. Никакой Мам, я вообще не хотела детей. А ты вообще потом хочешь без детей До скольки? остаться? Что? Не знаю, не хочу я детей. Конечно, я сейчас в панике, я в ужасе. Нет, не надо слов. Себя, но не надо против паники. Аборта. Я абсолютно против аборта. Я не позволю. В этот же день мама записала меня в клинику на УЗИ, чтобы подтвердить беременность. Поздравляю вас. Вашему гастриту 8 недель. Сейчас мы посмотрим.
Лучшие врачи. Самые лучшие. Сердцебиение и состояние эмбриончика на сейчас. Сердцебиение определяется, на сейчас с ним все нормально. Я вам отдам заключение УЗИ, вы идете к гинекологу и встаете на учет. Когда я вижу этот маленький комочек на экране, то просто сердце разрывается. Я увидела в ребенке смысл. Аборт я делать не буду. Конечно, я не брошу свои. У бати еще на одну работу устроиться, да и все. Да мать еще, в принципе, на +1, да и все. Что такого-то? Да? Ребенка. Как смогу, я буду помогать, я буду тянуться. Это, не знаю, внук или внучка. Это моя радость, это просто моя будет отрада. Впервые за долгое время мама не пили, да поддерживает меня. Вернувшись домой, мы решили сразу рассказать всем о моей беременности. Сейчас она прервется. Я боюсь реакции дяди Миши, потому что он ненавидит меня. Никиту. Ну рассказывай, что тянуть-то? Я беременна. От кого? От Никиты, что ли? Ну, нет, от соседа. Конечно, от Никиты. Так и что надо как-то... Никиту ведите сюда, что? Она уже забитая в 16 лет. Маму надо как-то решать. Не, вот это действительно, слушай, с мамой... Надо как-то же сообщать. С мамой надо знакомиться. Ну, что теперь сделаешь-то, Миша? Значит, сама судьба такая. Помогать будем. Ну, просто я хочу, чтобы в этот процесс Никитина мама влилась. Смотрим. Там просто слов нет на них. Ну, а что она малолетняя, как бы, у нее по ушам проехался, там, сказок, такие горы понаобещал, все. Что поделаешь теперь? На аборт же не погонишь. Ребенок жалко. Вырастим, поможем. Базовый. Я решила вернуться к Никите и дать ему шанс исправиться. Он даже купил нормальную еду для меня. Но все же заговорить с ним о беременности мне трудно. У меня новости. Поздравляю. Ты станешь папочкой. Нет, шучу, смешно. Ну, хватит обижаться. Ну, как мы здесь будем жить? А что тут такого? В этой халупе. И работа твоя 15 тысяч в месяц. И что? Что не нравится? Я найду лучше работу тогда. Ты понимаешь, что это ответственность что, ты хочешь большая? Отказаться от него? Я не знаю. У меня такое счастье появилось. Решил для себя то, что не нужно никаких ни абортов, ничего. Я буду ждать этого очень сильно ребенка. Танюха беременна. Серьезно? Да ты гонишь? Да нет. Она же еще маленькая. Ну и ладно. А мама-то твоя знает? Нет еще. Как думаешь говорить ей об этом? Ну, не знаю. Что с работой думаешь? Ну, я думаю, или вторую искать, или новую какую-то. Ну, тебе, если помощь нужна будет, ты звони. Конечно, обязательно. Я хочу стать... Там, говорит, магнитолы. Я знаю, где в машинах хорошие стоят. Могу подсказать. Отцом для моих будущих Тёлка детей. топовая, кстати. И не хочу повторять мое детство, как у меня было с отцом. Баба вообще конченая, да. Я не знаю, что она до этой халупы. Обычная совершенно хата, которая потихонечку просто уберись, приберись, и будет нормальная хата. Я не знаю, я в такой жил, вообще не парился в однушке. Причем, когда служил еще. И нормально в Зеленограде. Нормально. Все в порядке. На первом этаже даже, по-моему. Таем, вырастем, будет вообще все шикарно у нас. Целую неделю Никита отмечает, что мы станем родителями и гуляет с друзьями, а мне не уделяет никакого внимания. Я почему до тебя дозвониться не могу постоянно? Тебе телефон на что? Ну, потом еще сходил, отпраздновал. Что папой стану. С друзьями ты празднуешь, а со мной нет. Где вот ты деньги берешь на это все? Ну, какая разница? На пойло-то деньги есть, а мне букетик или хотя бы коробочку конфет подарить так нет. Нет. Я вообще-то беременна. Что за отношения? Я не понимаю. Обычные отношения. Я уже сообщила маме. Идите Они настаивают, ходите, рассказывают. чтобы каждому. поговорить с тобой, с твоей мамой. Пусть настаивают дальше. Мне-то что? Таня только забеременела, и у нее столько потребностей стало. Я все равно не перестану общаться со своим другом. Конечно, он мне будет важнее, он мне и ближе, я его и знаю больше. Ближе, чем кто?
3 дня мы почти не разговаривали. Из-за этих нервов я чувствую себя плохо, все время тошнота и бессонница. Боюсь, что это опасно для ребенка. Я поставила Никите ультиматум. Или он знакомит меня со своей мамой и рассказывает ей о беременности, или мы расстаемся навсегда, и своего ребенка он не увидит. Он согласился, и, наконец, мы идем к тете Тане. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Александровна. Таня. Сколько лет ей? 17. Сразу. Вот это понял, да? Здрасте. Ну и чё? Ох, блядь. А чё маленькая-то такая? Счастья много не бывает. Чё маленькая такая-то, она сейчас за рост сказала? Серьезно? Да вы что? Да. Ну, еще очень важная новость есть. У нас будет ребенок, мам. Вы чё, или чё? Вообще мозгов-то нету никак. Или только вот это, нижней частью вы только это думали? Нет. Мама, мы пришли, чтобы познакомить вас. Кого он меня с ее мамой. Оно мне надо? Ну да. Мне нет. Ну, если это реально конченая просто. Ты не хочешь, не воспринимай. Мы пошли тогда дальше. Ну, пожалуйста, всего хорошего. До свидания. Я не в восторге от этой новости. Для Никиты, просто конечно, конченая. Я хотела девушку, чтобы она была умная, чтобы работали, учились вместе. Ну, а Таня маленькая, конечно, 17 лет. Какие отношения, я не понимаю. Как можно быть такой черствой? Не Все знаю. нормально, что поддержала. Может быть, все-таки в будущем она успокоится и смирится с этой новостью. Вечером пришлось идти на беседу к моим родителям без Татьяны Александровны. У отчима на... О, мать, да? Как не показывают сцену, как молодец, да, мамка? Сразу тут у нее каждый день как праздник, батек там тоже. Вот кто бы что ни говорил, вот вкалывает мужик. Вон там мяско, колбасочка нарезается, сейчас и все. Знаешь, и все, и поехали. Ну? Плюс много вопросов и претензий к Никите. Девки посидят, посплетничают, пойдем с тобой поговорим. Я тебе руку сломаю. сломаю. Мне не нравится то, что Миша лезет в наши отношения. И мне даже иногда не хочется приходить к ним, но ради... У вас, говорит, несчастные случаи были в доме? Нет? Будут. Титани я через силу как-то себя Не, он пустой вообще, как барабан. Он конченый. Забейте. Преодолеваю и иду. Сейчас надо завязывать с гулянками со всеми, чтобы ее не нервничать. Если она нервничает, потому что нельзя... Будешь где-то лазить, шакалить, все отразится на ребенке. А это вообще допустить никак нельзя. Мы тоже как бы не дадим обидеть ее. Так что договорились. Все, пойдем. Меня, конечно, это выбесило. И сам по себе я не привык кого-то слушать. Ужин с моей семьей закончился хорошо, и мы вернулись домой. Но я хочу продолжить разговор, который мы начали у родителей. Надо вообще с этой халупы уже убирать. Ты понимаешь, далеко находятся больницы. Я же тебе сказал, что я устроюсь на работу и ты переедем отсюда. Ты каждый день это говоришь, каждый день. Начни что-то предпринимать уже, а. Я уже устала от этого. От чего ты устала? От тебя. Обожаю, блядь, истерики. Твое вот отношение такое. Поехали. Ты что, гормоны заиграли или что? Ты забрал у меня у родителей, ты должен обеспечить мне хорошую жизнь. Ты начни хотя бы с За один день. Ничего он тебе не должен, ничего. Вот то, что он работать должен пойти, вот здесь согласен. Для ребенка, да, он должен. Тебе он должен, ты тоже должна. Давай вместе с ним, подруженька, официанточка, еще кем-нибудь. Давай, солнышко, помогай тоже будущему несостоявшемуся муженьку. Ничего не изменится. Не будет такого, понимаешь? Должно быть так. Да не будет такого, как вы сказали, как поп земли. И сейчас я должна быть поп земли. Нет. Ты сейчас просто тупо берешь и отталкиваешь своими словами меня. А ты? Хочешь сиди, зависи Куда от мамы своей. Наши отношения просто идут ко дну. Не, Никита, видимо, не осознает всю ответственность и не понимает, что ребенок, ну, это не котенок. Это только начало моей беременности. А я уже вся на нервах и на взводе. Что будет дальше? Только хуже. Дальше будет вообще меня песня. Очень сильно уже достала. Ведет себя как избалованная девочка. Какие-то предъявы мне кидает, то, чтобы я пошел на любую работу, устроился, и чтобы мне платили там конские зарплаты какие-то, чтобы ей удовлетворять ее потребности. Я думаю, что Никита снова свалил тусить.
Ну, типа, бухать постоянно с корешем своим остолопом, ну, типа, такое себе. Че, кореш тоже сказать, что ли, не может? Ну, серьезно, даже несмотря на то, что там 20 лет, что он ему сказать не может, слышь, чувак, ты реально, ну, как бы уже бати там не за горами станешь, иди там, я не знаю, начни что-нибудь зарабатывать там на коляске, не на коляске. 2-я работа, 5-я работа, 10-я работа. Где такие зарплаты 15 тысяч? Что, ты совсем дурак, что ли? Где бы они ни жили, читай, это не маленький город, что хочешь сказать, там зарплату нельзя найти другую? Курьером, я не знаю, курьеры зарабатывают по 50, по 60 тысяч. Да, понятно, что там будешь целыми днями мотаться, но извините. Как бы, ну, надо выбирать. Быть с друзьями, назло мне. С Таниными родителями как у тебя? Иногда они подбешивают вот это опекой своей. Могут вот залезть и куда ни попадя. Мамин бунтарь. Везде нагнетают. Да ничего, зато поднимешься самостоятельно дальше. Конечно. Поднимется. Внезапно мне написал тот парень, с которым я познакомилась в интернете, Руслан. Узнав о беременности, я перестала... Только даже не думайте. Не надо. Просто не надо. Господи, пожалуйста. Режиссер, сценарист, кто бы ты ни был, не надо. Не надо. Просто вот даже не вздумай. Общаться с ним, я уже думала, что он забыл меня. От всего этого у меня так много эмоций и переживаний, что я прямо ночью помчалась на такси к Диане. Хочу все обсудить и посоветоваться. Мне такой парень написал. Вообще, у него такое тело, у него такая тачка, он весь такой, не знаю, прям, знаешь, мужчина. Предлагает вот встретиться, я вот думаю. Кстати, а есть фотография этого чувака? Да, сейчас покажу. Его как зовут-то, кстати? Руслан. Тело хорошее. Ну, посмотрим. Я думала, мы с ним съедемся, будем строить... Я никак не пойму, а что с животами у ребят? Я уже спрашивал, мне тогда так и не ответили подписчики. Пацаны, подскажите, я просто иногда стал замечать, вот у парней, даже у мужиков есть, у некоторых, короче, такие, как, ну, на животе, короче, да, вот, ниже груди такие, как, короче, как квадраты. Это что такое? Я просто, я не пойму, я гуглил, вроде болезни нет такой. Это какая-то, ну, что-то происходит? Нет? Вот кто-то мне сказал мышцы живота. Ну, я говорю, какие мышцы? То есть, ну, я понимаю, когда, да, пресс. Пресс, он в кошелечке должен быть. Да, там одна мозолечка такая хорошая. Нет? Ну, такое ощущение, как, знаешь, вот это вот начинается там что-то какая-то непонятно. Ведь наш маленький мир и... Как кто-то мне сказал, пресс называется. Пресс, я говорю, он должен быть, вот, открываешь, вот там, да. Нет? Идти по жизни вместе. А он выбрал не меня, а друзей и бухло. Я же не буду сидеть и постоянно это хавать и переживать. Надо уходить. Конечно. Надо сразу бежать и у другого, да, и попытаться пристроить свой вареник дальше, да, согласен. Все правильно, все правильно. Абсолютно правильно. Я осталась ночевать у Дианы, а утром вернулась домой. Оказалось, что Никита не пошел сегодня на работу. Он ждал меня с недовольным видом. И чё, где ты была-то? Подруги. Че, я не могу остаться у подруги? Прийти, и тебя нет? Ты шатаешься, а мне нельзя. Дай ты телефон трубку сюда. Нельзя? Нет. Почему? Нет. А что? Подожди, а это кто? Это она? Она такая не накрашенная? Святой отец. Ну ты видел? Будет. А? Уйди. Нет. Давай сюда телефон. Не дам. Отдай. А это кто у тебя? Одноклассник. Погулять тебя зовет. Одноклассник. Он говорит, 25 лет. Он говорит, 3 раза в 1 классе, 8 раз во 2 оставался. Ну, немножко задержка в развитии, но ничего. Одноклассник, да. Одноклассник, абсолютно верно. Ох, блядь. Сердечками общаетесь? Просто переписка. Я же не виделась с ним. А я откуда знаю? Может, ты с ним шаталась? Ты мне тогда такой нужен, если ты такую мысль допускаешь. Какую? Я Ты беременна от тебя. Ты должна дома сидеть. Чего я должна? Так ты
Начни меня ценить и уважать, чтобы Это я не просто гуляла. забей. Мне после этого так ценить-то тебя. Может, ты от кого-то другого беременна. Все, А? отстань от меня. Куда Я не ты хочу собираешься? ничего. А? Отстань, я хочу к Что маме. ты сразу плачешь-то? Так собирай все сразу. Собирай что все. делаешь? Собирай все. Такое наигранное падение было, ну ладно, окей. Чудо тогда. Ну, это не Не, ну пацан конченый. Пацан вообще забейте конченый. адекват просто полный. Я вообще-то беременная, он вообще этого не понимает. Он хочет угробить меня, видимо. Я так разнервничалась, что стала чувствовать себя очень плохо. По дороге к маме меня даже тошнило. Надеюсь, дома я успокоюсь, и это пройдет, и не придется вызывать врача. Я ушла от Никиты. А что произошло-то? Что случилось-то? Сейчас смотри, она скажет, он меня ударил. Или что-нибудь типа такого. Я ночевать ходила к Диане. Он Так, как отреагирует мамка? психанул, раскидал все мои шмотки. Короче, вообще жесть. Не знаю, как теперь с ребенком быть. Да как? Ну что ты переживаешь? То есть ей никто ничего не скажет, да? Ну, то есть, как бы, ребята уехали жить в одну хату, и... Заметьте, в этой несостоявшейся ячейке врут все. Все мы друг другу, и вообще просто... Главное, подругам не врать, да. Подруга — это самое главное, особенно Диана. Поможем вырасти. Главное, что этого балбеса хоть в нашей семье не будет. Я тебе изначально говорил. Ну, не слушаешь ты нас. Никита начал проявлять свой характер. Не хочу, чтобы вообще ее касалось. Она девочка, он мужчина. Как говорится, не для такого крокодила моя ягодка росла. Я не хотел, кстати, за крокодилов говорить, Я но ладно. живу у родителей, Никита не звонит, и я немного успокоилась. Теперь, когда все хорошо, я решила встретиться с Русланом. Расскажи о себе, ты чем занимаешься? Организация детских праздников. Значит, ты любишь детей, да? Да, обожаю. Ну, если ты так любишь детей, почему у тебя нет семьи? Как-то в последнее время все работа, спорт. У тебя увидел и решил, что пора уже что-то поменять. А у тебя как в отношениях? У меня был плачевный опыт. Парень был тиран, абьюзер, пил. Тиран! Абьюзер! Она же конченая! Отдыхал со своими друзьями, как бы ему вообще не до меня было. Я думаю, если мы с тобой будем общаться, то это будет совсем другая сторона медали. Ну, может, просто Никита не моя судьба. Я поняла, что я не хочу для себя и своего ребенка такого мужа и отца. И стоит дать шанс другому человеку, который действительно... Ты ему расскажи, что ты беременна от Никиты, бестолочь ты, господи. Ну хотя бы зачем говорить, когда можно на финике, хоть и на стареньком, но на финике покататься и пожрать на халяву. Согласен, молодец, да. Действительно себя проявит как настоящий мужчина. Вот это я понимаю. Настоящее свидание. Руслан даже не матерится при мне. А теперь он подводит меня домой. Оказалось, что он живет рядом. Значит, будем чаще видеться. Спасибо большое. Я что-то вообще не понял. Это кто вообще? Ты Я кто? парень. В смысле, какой парень? Ты же сказала, что у тебя... Какой парень? Ты что, взял все, мы расстались. Вообще. Слышь, ты успокойся, парень. Все, Ты что хватит. делаешь? Ты что так Давай, с девчонкой нет, разговариваешь? давай, Ты мы вообще... Мы Всё, сами разберемся во всем. Едь домой, я позвоню тебе. Давай, Ну, короче, правда. чтобы только все нормально было, не надо с девушкой так обращаться, трогать Все, ее руками, не мы надо. разберемся, я тебе позвоню, правда. Все хорошо. Если что, я на связи напишу. Я вообще сюда. Все. Ты давай там попроще будь со своими разговорами. Все хорошо. Я даже не ожидал такого увидеть, то, что вот берет и подъезжает, и выводит ее за ручку, и я просто стою такой. У меня, конечно, начинается... Помните, когда такой по стене 2 удара делаешь, бля, потом думаешь, блядь, что-то бить больно, и такой, знаешь, такой, короче, у меня такое лет, наверное, в 13-14 было, такой раз по стенке черканешь кулаком, бля, такой, чисто забивной такой. Ой, боже. Ревность и получается агрессия. Я начинаю сразу газовать на них обоих. Он просто берет, садится и уезжает. Это вообще как поступает, получается. Что, повелась на машинку или что? Может, вообще ребенок?
от меня. Всем в лицо уже, ты что несешь? Лицо для меня Уйди вообще. отсюда. Тебя тут прям... И что? Уйди, я говорю. А? Ты что, псих или что? Уйди. Ты себя сейчас выставляешь. Уйди, уйди, я А тебе ты говорю. что будет-то вообще? Все, А? Что будет-то вообще? уйди. Что он делает с мешком и с бутылками и с посторонними предметами? Ведешь себя как... И от разговора вообще не уходи, понятно? Алло. Да не трожь. Я сказала, все, это конец, мы расстаемся, все. Давай, прощай. Мне очень обидно, ну как просто можно взять свою беременную девушку и начать ее трепать? Он не понимает. Я прошу прощения, Сейчас, одну секунду, я, может быть, неправильно услышал. Сейчас я пытаюсь услышать все-таки месседж. Можно взять свою беременную девушку. Как можно взять свою беременную девушку? Так, зафиксировали. А то, что она на флейте играет в Infinity, это как бы... Они оба конченые, я даже никого девать не буду, забейте. И начать ее трепать. Он не понимает, что я могу испугаться, и что это может отразиться на ребенке. О, а это что такое здесь? О, десантура. Что случилось? Это Никита тут устроил. Блять! Да ладно! Мы с ним разошлись. Я сходила с мальчиком покушать. Все. Он тут увидел, начал говорить, какая я все на свете, что ребенок не от него. Блядь, я тебе говорил изначально, что такая будет. Ладно, успокаивайся. Все нормально, пойдем домой. Он гнилой человек. Он после того, что он сделал, как бы с Танькой, просто я его только встречу, он будет бледный маленечко, может даже чуть-чуть седоватый. Да. Дядя Миша рассказал маме, что Никита довел меня до слез, и родители запретили Мне здесь только мать ее нравится. Она просто как домохозяйка хорошая. Дома чистота, порядочек и все. Тут все остальные просто, это просто какой-то неслыханный трэш. с ним видеться. Че за шмотки, че приперся? Стирать, что ли, или что? Нет, все, жить. В смысле жить? Ну, в прямом. Пошел нахер а отсюда. А что ты у своей Таньки-то, что случилось-то у вас? Да, поругались. А ребенок же у вас будет. Ну, так получилось. А что поругались-то? С пацаном каталась просто с другим и все. Здорово. Так она же беременная от тебя. Как с ребенком? Что будет Я не потом? знаю, что. Ну, что я сказать теперь уже? Что мне сказать? Я так и знала, что Звучит как они тост. разойдутся, что ничего Наливай. хорошего не получится. Ну, так как Не надо. Таня беременная, ему все равно придется нести ответственность. Пусть работает, финансово помогает. Что, как у вас, Таня? Вчера съездил, и там вообще еще хуже стало. Она с типом приехала, хотя говорит. Давайте, не подведите, пацаны. Вдвоем надо с типом побазарить. Давай, жестко. Навалить надо кринжа, да, чтобы он вам обоим просто отправил вас в приемный покой, и все. Давайте. То, что вообще не видела. Давай. К родителям? По-пацански. Ну, он заводил ее, как будто. Ну? Как она? А ты-то ее любишь? Конечно, люблю. Давай решим этот вопрос. Найдем его. Ну, так надо через брата, может, ее попробовать пробить. Узнать про него. Да, я так. Ну, папа читает эту жизнь! Ну, прочитано, это премьера. Вот, это премьера. В прямом эфире, можно сказать, смотрим. Это невозможно было заранее посмотреть. Вы чувствуете, нет? Это прочитанная книга. Я ее прошел, понимаешь? Прошел уже. Все, Ванга. Ванга Плей надо поменять название канала. Все, сюда. Вопросы есть? Вопросов нет. Все, поехали. Таню обидел теми словами то, что ребенок не мой, хотя я прекрасно Эти знаю. говяжьи, телячьи глаза уже, я устал уже на них смотреть. Это просто трэш какой-то. Ну это просто вообще ни о чем. Что это мой ребенок. Мой, я докажу твой. Тане то, что Докажу. я ей нужен, а не какой-то левый тип. Мне все равно, с кем она там катается, но я все равно возьму все в свои руки и верну. И начну работать. И перестану быть идиотом.
Да. И старших, кстати, научусь уважать. Все назад. Сейчас в лес пацаны уедут. А давай ему настрем на капот. Да, давай мы сильный. Уа. Смеркалось. Я все-таки встретилась с этим Русланом. Он такой хороший. Он, во-первых, при деньгах. У него машина. Ты маленькая, вероломная. Вот это вот самое, да. Вот ты себя и сразу же просто обозначила, кто ты и что ты. Если что, конечно, как к актрисе отношусь. Это к ней лично. Но все понимают, что это актеры, да, то есть, ну, никого обидеть не хочу. Да? Потому что и хорошая девочка, да, да и в принципе сама она ничего. Ну и у нее и... Тихо! Поехали дальше. Машина, знаешь, такой неплохой модель. С иголочки. Да. С Он иголочки. подвозит меня до дома, и бац, и Никита. И такой трешак был просто. А ты рассказала Руслану? Я вообще не знаю, как быть. Может что-то и получится. Рассказывать. Человек хороший при деньгах. Но вдруг он отнесется к этому нормально, как бы он не маленький уже. Не каждый хочет воспитывать чужого ребенка. Миш, привет. Здорово. Знаешь, может, не знаешь, Здорово. то, что мы с Таней тут ссоримся очень сильно из-за кого-то. Кто? Подождите, это пацан? Может, поможешь мне как-то его, может, найти? Чувак, извини, я не собираюсь лезть в ваши отношения. О! Вот грамотный человек, молодец. Прекрасно понимаешь, что вот у нас должна быть полноценная семья, как-никак общий ребенок. Ну ладно, помогу. Номера нет его. Таня вроде бы звонил с моего телефона. Трое поедут. Давай я дома поищу, я тебе скину. Хорошо. Я, правда, очень люблю Таню и знаю то, что все испортил своими эмоциями сам. Надо что-то делать, решать этот вопрос. Руслан после сцены ревности, которую устроил Никита, больше мне не звонил. Я написала ему сама. Ну и все, разошлись с ним окончательно, не парься. Слушай, ну он видишь, как переживает. Может быть, все-таки любит тебя сильно. Красавчик. Красавчик. Бля, вот это очень дорогого стоит. Вот серьезно. Я без шуток говорю, это очень дорогого стоит. Не то, что там отталкивать, еще что-то. Здесь надо всегда включать не писюн в первую очередь, а мозг. Вот это вот красиво. Нет, он любит только своих друзей и бутылку пива. Я Понятно. уже устала от него. Потому что когда только-только отношения закончились, запомните, пацаны, особенно молодые, вот в эту шнягу не лезьте никогда. Когда вот это вот начинается, да ты, да я, да он, да она, да нет, но она же еще ему даже не сказала, что она беременна. Всегда думайте башкой, раскладывайте всю эту паутину и что происходит. Потому что просто так ничего не бывает. Когда вот это, знаешь, вот это вот... А может, она побежала к тебе для того, чтобы тому что-то доказать, понимаешь, чтобы он к ней вернулся. То есть не будьте вот этим вот аэродромом. Подумайте на эту тему. Может, прогуляемся тогда сходим? Да, пойдем, конечно. Пойдем? Мне Руслан очень понравился. У него такая замечательная профессия, что он работает... Да я понял, что он тебе понравился. Машина, деньги у него, все классно, здорово. Так. Может, поспособствует тому, что он примет моего ребенка. Но я все-таки пока не буду ему рассказывать о своей беременности. Ну, она просто забейте. Это даже, ну, это... Ну, короче, я пробил его по соцсетям. Пойми, ёпта! Вычислил. Максимум говорит, что нам светит, это зубной состав тронется. Его зовут вообще Руслан. Ага. И я так по странице посмотрел. И вот он так активно, короче, люди какие-то лайкали. Я с ними списался. Они сказали, что они обе типа с ним, короче, встречаются. Они вообще знают, что они с одним и тем же челом встречаются? Ну, видимо, нет. Ты им напиши там, договорись с ними о встрече как-нибудь. Тане надо доказать то, что он так поступает с ней и со всеми. Какие же вы ублюдки.
С кем он поступает? Он с ней один раз увиделся. Просто посидели, пожрали. Вы о чем? Пацан говорит, может, тебе вообще это не надо, Руслан? Ой, какие же вы мыши, а. Я, конечно, в шоке, что этот тип пользуется девочками и так поступает. Да, да, ты такой правильный. Ох, ёпта. Да, да, давай осудим его. И с моей Таней, да, просто возмутительно. Возмутительно вообще. Просто возмутительно. 26 недель. Сейчас, когда пузень начнет расти, вот это будет возмутительно. Никита пишет мне каждый день, просит о встрече, но я ему не отвечаю. Не могу простить его слов, будто ребенок не от него. Сегодня у меня первый скрининг, и я пошла туда с мамой. Боюсь, что после всех переживаний с ребенком может быть не все в порядке. Ну, сейчас у вас... Что? Ну что? Ты точно от Никиты беременна? Почему НЛО? Почему инопланетянин в животе? Что это такое? Это смайлик какой, смотри, 2 глаза, нос и рот. Чего? Что это? Это Скали, Малдера вызывайте сейчас здесь. Это секретные материалы начнутся. Чужой. Сейчас у вас все хорошо. У вас хорошо, говорит, у вас ксеноморф. Поздравляю вас. На патологии на сейчас нет. Матка. Сейчас надо вести правильный образ жизни. Питание должно быть дробным. Очень плохо себя чувствую. Какой-то кипиш, всякие разборки. У меня постоянная усталость, постоянно хочется спать. Тошнит. У меня вот так вот все в голове. Здрасте, что пришел? С Таней поговорить, прощения попросить. Какое прощение-то может быть? Ты что творишь там? Вы что? правда не знаете? Не-не, вот здесь уже батя. Вот здесь уже он творит херню. Он, ну, поругались. Окей, там наговорили друг другу. Вот здесь уже зря. Вот здесь вот уже батя, ну, он херней страдает. Просто поговорить, да, но промеж них вставать вот здесь вот лучше не надо. Потому что, ну, как бы там речь о ребенке идет, и тут такое. А ко мне знать ее не надо, я не хочу к вам лезть, никаких прав. Что, твоя квартира или что? Нет. Ты что сюда прешься-то? Какая Таня? Все, давай вот сюда. Я вообще не понимаю, почему он к нам в отношения лезет. Ну, такое. Я еще раз говорю, я этого дурачка не дефую, но, ну, такое. Чисто по справедливости. Уже сами разберемся в этом. Сейчас... Вопрос в том, что он мог бы его позвать и просто присутствовать при разговоре, да, там. Пусть они там просто посмотреть, что он будет говорить, то есть как, что, где, чтобы, да, у них опять не было какой-то нервотрепки. Таня мне должна уже поверить, потому что я нашел достаточно, я так думаю, доказательств, чтобы мне поверить. Каких доказательств? Кого он нашел? Что он ей скажет? Вот этот тип здоровый, он долбит еще полгорода. Дальше что? Тип скажет, да. И что? И что? Ну, кто ему что может сказать? А пацан? Типа... Ну это просто, ну это... Давай в кафе встретимся и поговорим. Лучше бы он реально, вот этот чат правильно пишет, лучше бы он работу себе за все это время нашел, а не копал под лошню разную. Понимаешь? Под каких-то там телок, под еще под кого-то. Лучше бы нашел работу, сказал, слушай, дорогая, я работу поменял. Так, батя, просто так пришел, в лоб бы и сказал. Ребят, я работу поменял, отношения поменяем, помиримся, все будет нормально. Все. Так, слышь, подруга, давай мне помогай, там, чтобы дома был порядок, все, я погнал на работу. Вот это да. Я с другом больше там немножко мы не бухаем. Если будем там отдыхать, будем дома, допустим. Отдыхать все вместе. Все. Вот это да, вот это серьезно. А там... Говорим, ты от меня потом отстанешь? Да. Ладно, и то недолго. Братан, короче, с 2 девчонками договориться не получилось. Придет только одна. Дай бог, что и хватит этих доказательств. Вы меня звали? Да. Да? Что же? Ты говоришь, что ты в отношениях с Русланом. Да, все верно. Ну, просто тут такая ситуация, то, что он и с моей девушкой тоже. Присаживайся. Нет, я постою, что надо тебе? Это вообще кто? Это вот девушка с твоим Русланом встречаются тоже. Что за бред несешь? Ты действительно... Я с ним встречаюсь, я не знала, что он с вами тоже
Вдруг ты обманываешь меня. Все. Happy end. Что тебе еще доказать? Что не надо мне говорить, мне неинтересно. Зачем устраивать этот спектакль весь? Я не понимаю, на что он рассчитывает. Все, поезд ушел. Он больше не увидит меня. Ну все, это конец. Я больше не наступлю. Все, Инфинити приехал, поезд ушел. На одни и те же грабли. Я, конечно, то, что она просто развернулась и ушла. И я по-любому верну все обратно, чтобы продолжать будущее с Таней. Что случилось? Какими судьбами? Поговорить хотел с тобой насчет Тани. Помянем дурака. Давай, понял, принял, вычеркиваем. А смысл нам разговаривать? Все же решено у вас. Вы же с ней не встречаетесь, она мне сама сказала. Ну, она беременна от меня. Рассказывай сказки. Позвони, если ты мне не веришь. Давай я сейчас позвоню. Алло. Таня, привет. Ответь мне на такой вопрос. Ты беременная? Или я просто... Мне показалось, там ветер мне нашептал? Да, это правда. Ты понимаешь, кем ты меня сейчас вообще выставляешь здесь? Извини, правда, чувак, слушай, ну, я действительно не знал. Конечно, меня возмутило то, что она даже и... Ну... А перед ним-то он за что извиняется? А перед ним-то за что? Ну, с ней хорошо, он мог бы сказать, да, там меня это либо устраивает, либо меня это не устраивает. То есть, либо я готов принять ребенка, либо я не готов его принять, там мне это нахер не надо, я там гуляю с телками. Ну, как мы поняли, да, по лору. А, типа... Боги актерского мастерства. Не, ну извините, но «Мама в 16» все-таки канал. Дала ему то, что она беременна. Это как-то ненормально. Ее даже... Вот телеканал Ю, СТС Лав и еще вот у нас есть. Нет, все-таки самые два моих любимых. Телеканал Ю и СТС Лав, да. Там всегда у них такие сценарии, такие сюжеты, такие повороты. Мать моя женщина. Понять никак не могу это. Я сразу догадалась, Мне кажется, сейчас ей в конце бутылка прилетит, она доиграется. что это Никита рассказал о беременности. Теперь Руслан не отвечает на звонки. Надеюсь, позже он успокоится. Всего хорошего. И мы все обсудим. Поехали, подруги. В панике я звоню Диане. Нет, ты что гонишь? Когда он уже такое знает. Ты давай, короче, с Никитой пробуй как-нибудь общаться, разговаривать. Чтоб не остаться вот с такой вот бандурой. Просто вот такая вот, вот такая, вот такая Я не думала, вот. что все так обернется. Сейчас смотри, ой, ты знаешь, Никита, в принципе, я тебя готова простить. Да, в первый или в пред последний раз, да. Ну и ладно, не получилось, так не получилось. Буду воспитывать ребенка одна. Диана оказалась права. Руслан заблокировал меня и не выходит на связь. А Никита так старается меня вернуть. Может, и правда стоит дать ему шанс. Я согласилась с ним увидеться. Да ты рассказал? Да, я рассказал про беременность. А зачем ты вообще лезешь? Так это наш с тобой общий ребенок. А ты сказал обратно, не припоминаешь? Ну так на эмоциях хоть что можно сказать. Ну да, действительно. Ты вообще не думаешь, что ты этими словами можешь меня очень сильно ранить, а мое состояние может отразиться на ребенке. Ну, не нужно так поступать просто, и все. Ты меня до этого довел своими друзьями, Ты сюда ругаться алкоголем. Не знаю, зачем ты меня позвал. Я не настроена с тобой мириться. Ну, видно же по лицу то, что ты этого хочешь и любишь. Нет. Хватит уже придуриваться, Зай. Ну, прости меня. Так уж и быть. Хоть... У меня от этих сейчас поворотов сюжетных, у меня голова вот так вот просто разлетится здесь по всей студии, только писюны по стенам будут висеть, да. Это... Я ничего даже комментировать не хочу, даже ничего говорить, это просто трэш какой-то. Все обиды на Никиту присутствуют, но я так его люблю. И у нас общий ребенок. Я его так люблю. Я наворотила это. Так Может люблю, быть, так все-таки люблю. он поменяется. Я очень счастлив, то, что мы с Таней помирились, и теперь я знаю то, что я изменюсь для нее. На работу надо поработать, батенька, да. На субботнички бы, не бы, вперед, поработать, да. Поняла то, что она за каменной стеной и ничего бояться дальше. Теперь я хочу За какой рассказать стеной? о нашем примирении родителей. Получается, батя лососнул тунца. Придется батьке мириться. Надеюсь, скандала не будет. Блин, все-таки не хочется, чтобы ребенок рос А что без с отца. лицом? Я его люблю, тем более.
Ладно, помирились. Сходиться не торопитесь. Ты у нас живешь, он у себя живет. Посмотрим, как он дальше себя проявит просто, да и все. Я считаю, что не стоит так Никиту быстро прощать. Съехаться им никогда не поздно, если он себя проявит как мужчина. Я считаю, что... вообще, почему родители сюда лезут? Нахер эти вообще советы? То по таким поступкам мы будем рассуждать дальше. Папаша однозначно ничем помочь не сможет. Там с мозгами вообще проблема в голове. Он еще не нагулялся. Он еще не осознает, что станет. Я напоминаю, что твоя дочь хотела с другим пацаном мутить. И она практически начала. Я тебе просто, хочу донести. Отцом. Я почему-то людей сразу вижу как бы в этом плане. У меня уже экватор беременности, а Никита до сих пор не нашел для нас хорошую квартиру. Только звонит мне узнать, как дела, даже навещает редко. Отчим позвал его на очередной разговор. Че, как дела у вас? Устраиваюсь на работу. Куда? В строительную компанию грузчик. Устроюсь, там зарплату получу, досвещаться. Мы что только не делали. Мы и окна таскали, и двери ставили. Господи, все подряд. Вообще за все брались. Заправка, такси, как он называется, газеты, официантом. Вообще за все брались, вообще ни с чем не обламывались. Снег кидали за бабки. И все успевали, и учиться, и все успевали. Что это такое? Что это такое? И ничего, нормально, все живы, и многого добились в жизни. Что это? Он мне не нравится. Всегда. Но я считаю, еще нужно сначала поработать, доказать, показать, проявить себя. А все кому-то что-то доказывать. Мать, прекрати, пожалуйста. Сейчас вылетишь из вот этой вот привилегированной этой цепочки. Вот, честно говоря, я за все время, вот пока вы вместе находитесь, я ни разу даже не видела, чтобы она с цветочком домой пришла. Пустая трата денег. Ну, можно же как-то по-другому удивить. Ну, здесь ты не прав, дружок. Не-не-не. Ну, здесь ты уже удивил ее. Экватор у нее там происходит. Нет. Не обязательно же цветочек. Ну, я пока удивления... Да, блядь, не поможет. Я от нее большого не увидела. А батя лопнет. Просто. И? Ну, Никита, он, в принципе, скользкий какой-то, вот, как налим рыба. Есть такая. И он надеется, что это в дальнейшем жизни так и будет, как бы. На Таню надавил. Таня: мама, мне это надо. Мама, мне то надо помочь там. Где она будет помогать, там и я буду помогать. Однозначно, правильно. А тот на этом и играет. Наготовенькое все как бы. Это потрясающе. Никита старается вернуть мое хорошее отношение. Я пока присматриваюсь к его поведению. Действительно ли он готов измениться ради ребенка? Это тебе. Блин, спасибо. Я тут хотел серьезно с тобой поговорить. Как я к тебе относился, изменился вообще во всем. Хочу взять ответственность всю на себя. Ты выйдешь за меня? Нет. Выйдешь? Да. Я решил сделать ей уже предложение, чтобы никто не лез к нам. Мы распишемся и сыграем свадьбу, чтобы не было никаких... Что он сыграет? Свадьбу? На 15 тысяч? Согласен. Попреков и не... Нет, подождите. 11 они отдают за квартиру на 4 тысячи. Да, можно шикануть. Чью в дудку? Блин, я, конечно, вообще такого не ожидала от него. Я просто очень счастлива. Я вообще разрывная хочу идти просто. с этим человеком по жизни. Хочу строить с ним семью. Просто любить и быть любимой. И быть любимой. Мне не терпится Жизнь одна, рассказать кайфуйте. маме и дяде Мише об этом событии. Что с тобой случилось? У меня для вас такие новости. Что это? Никита сделал мне предложение. Йо, Чё вот это? праздник. Неужто за ум взялся? Или что? Да. А вы не верили, что он изменится. Вот видите? Он работать так и не начал. Он просто сказал, что он устраивается. Он не начал работать. Алло. Какой серьезный шаг сделал к нашим Нет, ты, отношениям. конечно, сейчас вся на эмоциях. Ну, не торопимся, дорогая моя. Поняла? Ну что вы свадьбу собираетесь играть? Накопим денежек. Конечно, не очень приятно, что родители так отреагировали. Сейчас маленький родится, и вы накопите денежек. Особенно, если с тебя с твоих бидонов молочко пропадет.
Да, вы денежки тогда точно накопите. Там одна баночка вот этого вот козлиного или там козьего этого молочка, да. Она не молочка, а вот этого порошочка, да. Она стоит, она тогда стоила, я помню, косарь с чем-то. Сейчас я даже думать не хочу, сколько она стоит. Я не представляю, сколько. Вот девчонки есть, кто там кормящие у нас? Вот эти вот баночки-то вот это гипоаллергенные, да, там какой-то, вот эти вот. Да, сколько? Сколько? Ты что, охуел? Сколько? 3700? Ты что, угораешь, что ли? По 50 евро пишут. 3600, 3700. Нихера себе баночки. Ёпта. Как он ее съедает, этот проглот, сразу? Офигеть. Напишите в комментариях, сколько стоит. Что, серьезно, что ли? 3500 у нас. 3500, 3700. Нихера себе, ребят, вы чё? Так они, ты думаешь, это надолго? Это баночка-то ему там на сколько хватает? Там 900, то ли 900 грамм, то ли... Там нету даже, по-моему, 1000 грамм. Килограмма нет. То ли 750, то ли 900 грамм. Я помню, такая вот металлическая, по-моему, что ли. Но не за один день, сейчас расскажешь. Это дня 4, наверное. Это в месяц, представляешь, сколько надо хавчика? О. Сейчас, да, свадьбу сыграют. Реагировали, но нам все равно, мы пойдем и сделаем то, что мы хотим. Мы решили расписаться с ним в ближайшее время, а свадьбу сыграть после рождения, так как очень трудно найти, во-первых, платье, которое будет красиво сидеть с большим животом, да и тяжело уже все равно. Пипец, у людей в чате сгорела жопа. По ходу дела, рано когда-то кто-то с этим сталкивался. Я такого потока сообщений в жизни не видел. Все пишут 4, у всех прям пригорело. Пердак горит. 920 грамм на 3... Причем одни мужики пишут. Муж ходит, покупает 100%. 100%, да. 900 грамм стоит этот. На 4 дня хватает. Вот, пожалуйста. 920 грамм, он даже до граммовки знает. Жопа бомбит. А что, а вы как хотели? Хотели личинку закинуть Чувствую и все? себя хорошо, продолжаю заниматься учебой, каждый день читаю... Кто написал 5000 аборт? Дурак. Осуждаю. Книги по праву. А сегодня у меня будет второй скрининг, на котором мы узнаем пол ребенка. Я бы вообще хотела, чтобы был мальчик, и назвать его в честь папы. Рома? Да. А если в девочка? Адель. Тоже Рома. Адель. Делина Никитична будет. Классно вообще. Да. Тебе нравится? Мне очень нравится. Ну все, осталось только узнать пол. Я стану самым лучшим отцом. Хочу, чтобы бегала со мной рядом маленькая кроха и папа орала. Но на сейчас по органам и системам у вас все нормально, все хорошо. И у вас девочка. Ты мой это. Можете посмотреть. Маленькая. А вот это ножки, да? Вот ротика. Нет, это глаза. Будет маленькая принцесса. Я буду стараться быть заботливой и понимающей мамой. Моя мечта сбылась. Я так сильно этого ждал, то что окажется девочка. После скрининга Никита поехал на работу, а я хочу поскорее рассказать родителям, что у них будет... Я не пойму, я сейчас тупой вопрос задам, я просто вот увидел. Вы мне скажите, пожалуйста, напишите, вот я вижу экология, реально везде сейчас эти О, кто-то засандолился, кстати. Везде сейчас электроавтобусы стали в городах. Я просто смотрю, в Москве точно, в Питере точно, в Зеленограде точно, в Химках точно. Я думаю, что если туда подальше копнуть, работяги в крупных городах хотя бы... Я думаю, что в миллионниках городах уже давно. Да не гоните. Да, сейчас, сраку тебе. В маленьких... Да нет. В маленьких городах, в моем родном городе, допустим, я не видел, чтобы ездили эти электробусы. Напишите, короче, чтобы не сраться, не спорить. Напишите, не эти, не рогатые, а которые... Как автобусы, только эти. Электроавтобусы, типа. Напишите, пожалуйста, типа, есть они у вас в городе или нет. Напишите город в комментариях, и есть или нет. Очень интересно. Очень реально интересно. После скрининга Никита поехал на работу, а я хочу поскорее рассказать Нижнем родителям, Новгороде, что кстати, у них видел, будет да. внучка.
Как думаете, кто? Мальчик. Девочка. У нас будет девочка. О, понял. Ну, поздравляю. С мамой-то Никитиной. Когда будем знакомиться-то? Не знаю. Мама там максимально ну, разговаривайте, вообще. ты поговори с Никитой, пускай он... А где? Как это работает? А как? Что произошло? Как это приключилось? Куда делось? Он говорит, с мамой своей, тем более сейчас такой повод. Давайте, может быть, в кафе посидим? Да. Мне очень грустно осознавать то, что... Мне очень грустно осознавать то, что когда-то мне это придется. С двумя, понимаешь? Вот это вот. А давайте встретимся. Ох, блядь. Ай, сначала вот этот вот придет, да, это получается, кто девочка такая, да, придет. Придет же 100%. Вот это вот. Он же найдет. К красивым парням всегда вот эти вот. Ой. Который вот на Infinity, да, своя фирма, там еще что-то. Как тебя хотя бы вести-то, вы мне скажите? Что надо сделать? Мне сколько будет? Я буду сидеть, буду слушать, да, скажу, да, все молодцы, да, только нет. Да. Ну, ребят, ну это же трэш. Это же придет сейчас крокодил делал, живет. Нет? Потом еще малой подрастет, да, ему 3 года, тот вообще беспредельщик. Тот сразу, я не знаю, в кого он здоровый, с этим махается. Видели, я вам, помните, видео показывал? Он сразу перчатки его одевает, боксерские, идет к нему на 2-й этаж. Это его надрочит как следует и убежит к себе в телефон играть. Этот взял шлем, одел, перчатки одел, пошел. Все, я видео смотрю, я говорю, у вас что там происходит? Бои, ну прям нормально, я говорю, капу только осталось в рот вставить и все. Молодец, хорошие ребята, да. Мама Никиты так не приняла меня и мою беременность. Я считаю, что поведение такое, это неправильно. Я все еще не знаю, будет ли мама Никиты знакомиться с моей семьей. Слушай, а ты позвал маму на посиделки? Нет, еще. Блин, ну давай скорее эту. Ну, вообще, по-хорошему, раз такая мать с таким отношением, можно было бы просто, да, сказать. Мать, у нас, короче, встреча, хочешь приходи, хочешь не приходи. Не пришла, все, сразу галочка. Время-то А кто же себя вести нельзя? Мам. Я хочу быть как Джиган. Мы с Таней помирились. А чё с матерью? Я вам 100% говорю, она синебалит. Прям по-черному прям. И? Что, я ей сделал предложение даже. Что, совсем уже, что ли, или что? Ну, я понимаю, что Мы даже ребенок... узнали, какой пол будет девочка, внучка. Ну, не знаю. Твое, конечно, это все дело. Еще мы собираемся собрать всех близких и посидеть. И как раз познакомишься со всеми. Ради тебя я, конечно, схожу, но на небольшое, конечно, время. Я просто не хочу знакомиться с ее родителями. Ну... Почему? Хоть один повод. Ну, если уже так вот есть. Ну, хорошо, да, там девка, там, ну, вам один хер придется как-то коммуницироваться. Не вижу смысла вообще. Таня маленькая, глупенькая девочка. Я не в восторге. Ребенок, бестолочь. Скоро появится личинка, вылезет, ксеноморф. И все это, Таня маленькая, Таня не маленькая. Что такая придурочная-то? И для такой девочки я растила свою ягодку. Все, блядь, ягодки растят. Сразу, конечно, увидит то, что синячит. 100%. Она еще вести себя так будет. Здравствуйте, давно хотели с вами познакомиться. Стопудово сейчас отличиться. Да, меня Татьяна зовут. Меня Юля. Меня Михаил. Хотела с вами поговорить, что будем делать с детьми. Накрасилась, будет у нас намазалась. внучка с вами. От меня-то что хотите-то? От меня что хотите? Мне реально придется вот с такими вот когда-то общаться, родителями. Я даже не представляю, если мне вот так вот скажут за столом. Ты представляешь, если вот так вот кто-нибудь мне липанет? Когда вот, ну, ты собираешь всех, там, поляну накрываешь, говоришь, давайте познакомимся. Вот у нас у детей там ребенок будет. Ты представляешь, я скажу
Внимание! Фокус! Покус! Скатерть! Встану и уйду, скажу, давайте ее сами поднимем. Знаете, элементарно нам нужно будет кроватку, коляску. Ну и пусть Мать базу говорит, красава. думают сами об этом. Ну, у меня своя личная жизнь, у меня дети выросли, я хочу тоже для себя Я это все пожить. понимаю, у меня тоже своя Они же личная не жизнь, думали же об только этом. начинает. Какая же ты ублюдочная. Чего? Тебе мать говорит, им сейчас надо будет 1, 2, 3, 4, 5. Она клонит к тому, что давайте попилим на всех. Там, допустим, там, вы возьмете вот это, мы возьмем вот это. Начинается. Ну, а вообще, что хотите-то вы вообще в этой жизни-то вместе с Никитой-то? Что, сумасшедшая вообще? Что она несет? Жить вместе, свадьбу хотим, А еще что квартиру. вам? А машинку не надо губу закрутить вам? Нет. Нет? Ну, я бы за столом бы сказал так, что после этого бы она встала и вышла. Что, совсем охерела, что ли, так общаться с детьми? Да не-не-не. Неважно, тут чьи дети, тут надо тоже немножко грани знать. Заработайте хотя бы на часть денег. То, что так базарят за столом, это просто неуважение вообще никому из находящихся там. Вот так нельзя тоже. На свадьбу-то, потом уже как-то будем. Что там сидеть, выеживаться с синим рылом? Думать. Я абсолютно не понимаю, как можно так безразлично относиться к жизни сына. Женщина, она своеобразная. Я думаю, нам еще с ней стоит продолжить диалог. Сейчас самое главное, наверное, это принимать участие Перебор, я в говорю. жизни детей. Никита дома мне ничего не помогает. Где-то все время лазит, можно сказать так. А Чего, кому он должен помогать? Пацану 20 лет. У пацана вот такая вот ситуация. Давайте так вот по-хорошему. У него скоро личинка будет. Ну и все. Че? Ему сейчас надо думать вот там вот. Тебе чем помогать? Ты что, без рук, без ног? Что с тобой? Работай спокойно, зарабатывай. Наоборот, детям помогай. Все детям надо. С собой ничего не возьмешь. С собой ничего не заберешь. Там ничего не надо. Там выруют эту. 2 туда, 2 туда. Все. Там ничего с собой ни копья не возьмешь. Там тихо, спокойно, хорошо все. А я почему-то должна потом буду их содержать, что ли, с маленьким ребенком? Раз он решил жить взрослой жизнью, то пусть сам тогда справляется. Мама Никиты не захотела нам помогать. Все необходимое покупает моя семья. Никита по-прежнему зарабатывает 15 тысяч. Этого почти ни на что не хватает. Этот остолоп так и ходит за пятнашку. Он только дает мне немного на продукты. Еще нас с Никитой очень угнетает каждый день думать, где провести вечер. Никита не любит ходить ко мне в квартиру из-за дяди Миши, а я не очень люблю тусить. Алексей, до работы в органах, пока учился, я работал машинистом. Тогда платили баснословные деньги за эту работу. Точно не помню, что-то около 300-500 рублей. 300-500 рублей по тем деньгам, 270, по 300 рублей у меня дедушка получал, работая на термометровом заводе, это в Клину. Бабушка, дедушка, там какой там 300, им, по-моему, даже 100, какой 300, им 150, что ли, или 170 рублей давали, по-моему. И то это считалось, эти зарплаты просто там космические, просто космические. 300 рублей, это батон хлеба, 300-500 рублей давали, платили, чтобы вы понимали, батон хлеба 15-30 копеек стоил, мороженое 5 копеек, 10 килограмм говядины 15 рублей, 10 килограмм говядины. Ты представляешь? Обалдеть. Это уважение, конечно, очень уважаемо. У него из-за матери, которая меня ненавидит. И чё, ты вот пока ребенок-то не родится, так и будешь на моей шее-то сидеть или что? Зачем они вообще к ней ходят? Все, она сказала, все, до свидания. Сейчас накопим денег и съедем. И сколько лет будете копить? Слушайте, а вам не кажется, что вы ко мне как-то Вот это вообще зря. Вот это фатальная ошибка. предвзято относитесь? Пора бы уже, наверное, у нас скоро малыш родится. И что? Что я могу с собой? Я переделать я не смогу, правильно? Ну, это внучка ваша, как-никак. Ну, посмотрим, говорю, поживем, увидим. Че, впинается, да? Угу. Ну, видишь,
ругаюсь, вот она и пинается. Ну. Почему она не может смириться с тем, что у его сына появилась девушка, что они любят друг друга? Что я ей плохого сделала? Надо все равно к чему-то прийти, я поэтому с тобой решила поговорить. Тоже не понял, при чем здесь внучка и это. Говорить без детей. К чему у тебя тоже такое отношение к ним? Так что получилось-то? Сама ростила одна, тяжело было. Ты сама во сколько родила? В 19. И одна была все время. Ну, мы же все равно с тобой, представляешь, станем бабушками. Мне тоже очень тяжело, у меня их 3 мужчин. Вот эта тема, это может продавить ее сейчас. Вот это, когда женщины между собой общаются, она может сейчас успокоиться. И плюс еще, когда родится внучка, все, там все сразу все угомонятся. Танюшка просто очень все на нервиках это тоже. все переносила. Сейчас беременная, на нее как-то это все давить. А ребенок-то здесь же ни при чем. Теперь ребенок-то будет страдать. Я со своей стороны помогу, ты со своей. Ну и пускай они тоже, Никита, стараются. Тем более, если ты сейчас с ним поговоришь, совместно уже будем. Видишь, пошли. Я говорю же, к женщинам никогда не надо лезть. Не надо никогда лезть. Надо всегда их оставить наедине, блядь. Они сами всегда все решат. Не надо никогда в бабские эти дела лезть. Сами всегда они там перетрут, договорятся. Мужчинам лезть вообще в это противопоказано. Это всегда ты будешь крайним. Это дефолт. Как-нибудь попробую, конечно. Ну, вот еще пока ничего не могу сказать, не обещать. Может, она тоже переживает. С Никитой плюс я, еще конечно, подбухивает. обязательно поговорю. Ну, хорошо. Угу. Ну, воспитывала я одна, работая на 2 работах, кредиты. Финансово сложно, морально сложно. Сломалась в свое время, а потом встала на ноги и пошла. Просто, характер у меня вот такой тяжелый. Не знаю, конечно, как будет все это дальше, но родится ребенок, конечно, все по-другому может посмотреться на эту ситуацию. Ну, а пока я, конечно, еще ни к чему к этому не привыкла. Мне надо это и думать, обдумать, и все, успокоиться. Отцом ты готов стать уже? Ну, еще пока непонятно, 50 на 50. Останешь что у вас? Что за ублюдки, опять это с сиськой пиво сидит. Иди работу ищи, что ты такой дурак-то, а? Господи, Все не живете? Нет, пока еще не живем. Думаю, съезжаться, но денег пока еще не подзаработал даже на квартиру. Эти попреки, ссоры, скандалы постоянно. Из-за родителей они довольны моим заработком. Негатив какой-то только. Что-то мне даже интересно стало. Ребята в чате пишут. Братцы, без уточнения страны даже. Ну, понятно, где там будут, какая валюта, там будет плюс-минус понятно, откуда вы. Напишите, кем вы реально работаете. Вот на данный момент. Кем вы работаете и сколько вы получаете. Мне очень интересно. Очень интересно... Какие вообще зарплаты не только вот у нас там в стране, в регионах, вообще в принципе сейчас какие зарплаты. Я, к сожалению, не путешествую, у меня так много нету, информации, но очень интересно. Город только, пожалуйста, напишите по возможности, если не впадло. Просто или хотя бы там, просто лучше с городом, потому что регион хотя бы будет понятен вообще откуда, где, какая вообще где какая вообще это самое, да. Спасибо. Чувствуется и все. Так, а может, ко мне работать пойдешь? В компанию моего отца. Я там разнорабочим подрабатываю, 50 тысяч зарабатываю. Было бы классно. Ты узнай, там есть места. Ну, я узнаю. Сегодня поговорю. Отпишусь тебе. Может, и друг поможет. Ну? Я тут встречалась с Таниной мамой. Мы как-то с ней тут поговорили, посидели. И что дальше? Мать, послушай, бестолочь. Что ты думаешь, долго будешь жить-то здесь? Нет. Надо как-то головой-то уже думать своей, немного-то. Думать о более работе какой-то другой, съезжаться, что... Не-не, ребят, не в чате. Напишите, чтобы зафиксировать. Людям тоже на ютубе тоже интересно посмотреть, а то они здесь в чатике у меня пишут на стриме. Напишите на ютубе прям, в комментариях. Зайдите прям 2 строчки, напишите. Я зайду, почитаю, очень интересно. Очень интересно. Вообще и профессии какие-то. Я вижу и очень дорогие... Господи, я вижу и очень хорошую оплату. Ребята кем только не работают. Очень круто.
Молодцы. Чтобы уже Молодцы. готовиться к рождению. Плохих работ нет. А успеем еще? Сразу Успеете. говорю. Когда вы это все успеете-то? Ну ладно, хватит, все. Мне надо идти Ну, по своим давай. делам. Деловые какие. Никита устроился плотником в управляющую компанию отца друга на зарплату Плотником? 50 тысяч Или рублей. разнорабочим? А это значит, что скоро мы сможем снять квартиру. У нас тут новость есть просто. Какая? Съезжаться собрались мы. А куда съезжать-то собрались? Да недалеко, 30 минут. У нас здесь, кстати, на 2 этажа. Я что-то только сейчас подумал. Чита это город, он огромный? Нет, я почему-то никогда его... Сколько народу в городе? Почему он сказал про какие-то 15 тысяч? С ума сошел? Очень интересно. Сколько там тысяч? 1100 есть? Или он... Я вообще не представляю, сколько народу. ЕКБ большой, знаю. Новосибирск большой город. 300 тысяч. Как в Зеленограде, да? 300 тысяч населения. Как в Зелике, короче, где я сейчас живу. Понял? Понял. Этажа повыше. Спасибо. Тетя Зина сдает квартиру. Тетя Зина. Давайте я узнаю. Кстати, очень крутое вот это мать предложение дает, когда рядом жить. Вот при таком раскладе, когда типа, ну видно то, что да, там с трудом тянете, не отказывайтесь никогда рядом с родителями. Они где-то там ребенка перехватят, где-то что-то помогут, не помогут. Не старайтесь там за 3-9 земель уезжать. Будьте лучше рядом, вот молодняку говорю. Не старайтесь щемиться, даже если там отношения не задались. Поверьте, ребенок родится, все это и поменяется, изменится 100 раз. Здесь хоть рядом будете. Сейчас все равно ребенок родится. Главное, чтобы не жить в одной хате. То есть всегда должен быть такое, что куда-то идти. То есть все равно, чтобы люди понимали, что у вас дома не проходной двор, а, допустим, дочка позвонила, она, допустим, тебе, да, сказала, то если парень, она говорит, слушай, там у меня мама придет, это всегда должно быть. Из дома не делайте проходной двор. Сделайте проходной двор, все, у вас все закончится. Все, сразу, 100%. Или будете терпеть всю жизнь. Помогать, купать. Ну, самое главное, чтобы контроля какого-то не было, и все. Ну да. Не буду вам надоедать, не переживайте. Будет, 100%. Сами еще придете, скажешь, мы кушать хотим. Что приготовила? Конечно, я не хочу переезжать на... Бать сидит, газет читает. На 2 этажа выше. Я знаю то, что будет этот контроль. И я против в этом всем, но ради Тани я переборю себя и буду жить с ней там. Пусть они как хотят, так и живут. Внутрь не будем залазить, со стороны просто будем присматривать. Все. Прошла всего неделя. На работе Никита взял аванс, и мы наконец-то переезжаем в квартиру за 20 тысяч в месяц, которую предложила мама в том же подъезде. 20 тысяч в месяц. Откуда такие ценники? Что вообще происходит с рынком? 20 тысяч, это в обычной пятиэтажке. Где они живут с дядей Мишей. А еще мама собрала для нас по знакомым В Зеленограде, кстати, тоже ценники конские на аренду. Просто конские. Тоже здесь. много детских вещей. Главное, чтобы твоя мама не лезла к нам. Ну как? Первое время она должна будет мне помогать в любом Ну, так случае. мне это нравится не будет. Ну, блин, Хорошо. ты пойми то, что мне нужна Не-не-не, но помощь. это... Ничего, не переживай, помогать я всё равно рожу, надо. она чуть-чуть подрастет, и мы обязательно переедем. Как раз сейчас еще больше денег накопим зато. Свадьбу там потом сыграем, вообще здорово будет. Сегодня у меня 3-й скрининг. Никита не смог со мной поехать. Теперь у него много работы. Расскажу Ну, вот это уже можно понять. ему о результатах вечером. А ребенок сейчас лежит на спине. И, конечно... Вот это никогда не понимал. На спине, вниз ногами, вверх ногами. Мне что-то пытались объяснять. Там начинают как-то вот... Я не знаю, я один такой, ребят. Вот это вот, как положено, как не положено, сбоку, снизу. Что-то он там в каком-то положении в одном, потом перед родами в другом. Это все сложно, и ничего не понятно. Ничего, я говорю, нормально сейчас? Нет, мне говорят, да, нормально. Обвитие трех какой-то там пуповины, из захерины. Ничего не понятно, очень интересно, да. Ну, главное, что все здоровы, все хорошо. Уже сердце. Четко мы видим сердечко. Полный, ясный, ритмичный здесь. Когда я вижу этот маленький комочек счастья, то сердце просто выпрыгивает из груди.
Какие маленькие у нее ручки. Какая она, в принципе, сама крошечная. Очень хочется уже поскорее дождаться с ней встречи. Никита предложил поехать к его маме и показать фотографию будущей... А я вот люблю, вот не знаю, меня что-то сегодня прорвало на всякие эти. Я вот люблю вот такие дворики. Я не люблю эту суету, вот этот шум, гам. Я поэтому и в Москву в саму не поехал. Я люблю, когда, вот знаешь, тишина, спокойствие. Я после стримчика собираюсь, по улочке идешь, толком там есть люди, но так не особо много. Чистенько, все аккуратненько. Даже вот по вот таким вот тут дворикам. У меня вот такой же город мой родной, Клин. Немного народу, там 100 тысяч человек, жителей вместе с пригородом. Нет, стареешь, ничего подобного. Просто, ну вот нравится мне тишина. Боль всегда нравилась. Я не любитель вот этой суеты, какие-то возни, дресни. После как-то, наверное, 20 там с копейками лет уже я типа, ну как-то меня то ли слишком нагулялись, то ли, не знаю, то ли накатались по этой Москве, когда учился. Не знаю, странно, короче. Как-то меня вот всегда вот больше, вот знаешь, там на речке где-нибудь посидеть, там с ребятами, с знакомыми, там еще что-нибудь. Там, знаешь, такая вот больше вот компания. И вот где-нибудь на природе, еще что-нибудь. Да. Дом купил. Ну вот мы сейчас строим дома. Он на Ютубе есть ролик. Вот сейчас строим, ребят. Я уж жду сам. Я ж тоже туда перееду. Так что, может, с кем-то соседями будем. Да. Так что на Ютубе там найдете ролик. Там что строим. Уже 2 ролика выпустили. Никита предложил поехать к его маме и показать фотографию будущей внучки. Я согласилась, но, думаю, тетя Таня отреагирует равнодушно. Прикольно ты какая. Пораньше бы сообщили-то, я бы хоть бы что-нибудь вам приготовил. Ну, жуйте. Все, пошла женская вот эта тема. Пошло. Понял? Как его? Вот давай что-нибудь там приготовлю, вот это вот все. Давай. Это в женщинах заложено. Да, тяжеловато уже, конечно. Прям давить там на все органы. Пинается во все, отпинала, блин. Ну, ничего, маленько осталось. Все рожали, ничего, все пережили. Боюсь, честно. Не надо бояться. Оно потом все пройдет, все забудется. Как дела в квартире у вас, как устроились там? Да все обустроили уже. Че кушать, как у вас там есть что? Конечно. Давайте вам Пошла включаться. Хорошо. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Таня, конечно, молодец. Я вообще не думала, что она наконец-то примет меня и мою беременность. И теперь она на моей стороне, и мне теперь есть кому жаловаться на него. Ну, не справятся они, потому что я по себе даже знаю, что это очень тяжело. И не хотелось бы, чтобы так же и у них это все было. Она учится еще. Я как мать, конечно, я смягчилась. И буду помогать обязательно. Будет, Лех, еще рыбалка в будущем. Вы не просите, ребят. Вы, если попросите, вот сейчас в этом месяце заброшку я сделаю. Поедем на нашу первую локацию запланированную. Напоминаю, их всего 8. Вот, и рыбалку попросите. Я стрим могу сделать прям как мы раньше, помните, делали? Мы можем так собраться, что я вас умоляю. Вообще с радостью. Хотите на обычную реку пойдем, хотите на платку, да куда угодно вообще, это без разницы. Хоть с лодки. Вон у нас Истра под жопой. Волга, Истра, что хочешь. Так что вы пишите в комментариях. Лайки ставите, подписывайтесь на канал. Я вижу, что вам это нравится. Все, поехали. Я могу, да. Могу. На телегу только подписывайтесь, а то и не узнаете, когда что будет. Сегодня день нашей росписи. Свое слово не проблема Никита сдержал, организовать. и у нас будет семья. В ЗАГС мы идем одни, а всех родственников соберем позже, на свадьбе, когда накопим деньги. Готов? Да, ты готова? Да, я уверена. Ну давай, расписывайся тогда. Я не буду. Ура! Никита сделал очень Здесь серьезный шаг для сделано. наших отношений. Здесь правильно сделали, не стали там влезать в долги, в кредиты, еще во что-то. Расписались, спокойно пошли. Вот как есть, так есть. С Никитой все получится. Ну, конечно же, есть моменты, которые стоит проработать, но главное не сдаваться и идти к своей цели. Осталось родить. Блин, только не знаю. Очень боюсь. Хочешь, я с тобой пойду?
Правда? Да. А ты не боишься? Нет, а чего бояться? Ну там же жесть, неизвестно, что там. Откачивать еще тебя Да придется. ничего страшного, откачают. Ну хорошо. Как сейчас себя чувствуешь? Ну, тяжеловато, конечно, уже. Она прям гиперактивная у нас. В первую очередь я хочу поддержать Таню, и чтобы она не чувствовала то, что она одна, чтобы у нее не было страха. Самое главное, что я буду рядом. Я сделаю все, что Таня не сомневалась во мне. Все. Я готовлюсь Потеряли. отправиться в роддом. Родители купили нам кроватку для малышки. Денег Никиты по-прежнему хватает только на еду и бытовые расходы. Не представляю, на что играть свадьбу. Сколько нам надо будет денег на свадьбу? 20 надо будет на кафе. Нет, 120, может, ты имела в виду. Да позовем только самых-самых близких. Без 20 тысяч этого. это только снять кафе там. Ну, надо же чего-то покушать. Платье. Кого он снимает? Ну да, так откладывать. Хорошо, что наши мамы нам помогут в этом. Ну, просить не будем. Кланяться он? будем. Ожидать всех. Кого он все от... Чего? Ночью у меня стало тянуть низ живота. О, поехали. Хоть мне не было больно, я поняла, что это схватки. Никита вызвал такси и, как и обещал, вместе со мной поехал в роддом. В палате меня стало тошнить. Я приезжаю уже в больницу, меня смотрят, у меня уже 5 пальцев открытия. Меня очень сильно тошнило. В итоге сказали, родовой деятельности нет. Для стимуляции родов я прыгала на фитболе. Никита был рядом со мной все это время. У меня не было даже страха. Как будто я каждый день туда хожу. Я пытался положительные эмоции передать Тане просто, чтобы она не волновалась. Помогать, как скажут врачи. Так, значит так. YouTube очень это не любит. Очень сильно он это не любит. Я просто вот так вот хорошо сделаю, как всегда я это делаю. Ребят, кто захочет, посмотрит на канале. Ну его, да, он начинается от этого вот. Сейчас как в Дубасят 18+, и все. Хочу вообще страйк прилетит, осуждаю. Мы Всё. с Адель чувствуем себя прекрасно. Врачи сказали, что мы можем ехать домой. В день выписки собралась вся семья. Даже тетя Таня приехала. Красивые роддомы, какие я заметил. У нас тоже в городе красиво сделали. Внучка, конечно, это самый такой сладкий пирожочек, ангелочек такой маленький. Вот. Растаяло сердце, конечно, благодаря ребеночку нашему. Она такая маленькая, беззащитная, он такой большой. Ну, она сразу, уже было видно, она очень похожа на него. У нее курносый носик, голубые красивые глазки и светловолосые. Прям полная его копия. Энтузиазма Никите хватило ненадолго. Он снова стал пропадать целыми днями, а с малышкой мне помогают брат и родители. Хорошо, что мы живем в одном... Не ожидал я вот этого. Не ожидал. Не прочитал я того, что только хотел сказать. Неужели хэппи-энд? Не прочитал я эту тему. Что-то мне показалось, что он прям за башку взялся. В одном доме. Как у них там дела-то хоть обстоят что-то? Да все как всегда. Она одна с ней, ей тяжело. Ой, не знаю, Миша, как у них, что и дальше будет. Я вообще Это вот некрасиво. Абсолютно никакой нет. Это вот вообще некрасиво с его стороны. Да я ж тебе говорил, что он скользкий тип. Это, а что насчет свадьбы-то? Рано им делать свадьбу. Я говорю, пусть поживут, время покажет. Если все, дай бог, будет хорошо, я и сама им свадьбу сыграю, все прочее. Когда я в нем буду полностью уверена, что он может содержать семью, может содержать Таню, обеспечивать ребенка. Он же работает, пусть зарабатывает. Что. Мы, конечно, с Мишей-то будем помогать, но они, как родители, должны брать на себя вот эту самую главную ответственность. Они чтобы бабушки, там дедушки занимались. Я сижу дома, постоянно жду его дома, а он не умеет такое, да, петушиный планировать поступок. свое время между мной, работой и друзьями, оправдываясь тем, что И друзья. ну, блин, я же работаю. Друзья. Наши мамы подружились. Тетя Таня В опекает конце меня. концов, почему нельзя, я не пойму, там потихонечку где-то посидеть, там, я не знаю, если лето, там, на балконе посидеть, там, в конце концов, там, или там, ну, организовать так, если ты мужик, что, допустим, я не знаю, позвал, допустим, жену свою, да, там, даже с ребенком, там, кто-то скажет, он грудной,
там еще что-то. Ну, на улице потихонечку посидите, просто там пообщайтесь без этих, ну, естественно, не обжирайтесь. Помаленечку, потихонечку, вроде как и она рядом, и ребенок рядом. Ну и все хорошо. Ну, можно же организовать нормально. Зачем щемиться друг от друга куда-то? Дает советы, как лучше питаться и ухаживать за ребенком. Все изменилось, конечно. Тут и ребенку, и мужа время, и на уборку. Да, конечно, нелегко. А ты как хотела? А ты как думала-то, что кто сказал, что будет легко? Ничего. Справляемся потихонечку, ничего. Не бухтите, бабки. Надо справляться получше, а не потихонечку. Я очень рада, что у меня наладились отношения с мамой Никиты. Она прям стала вся такая бабушка. Мы с ней хорошо общаемся. Я ей... Подожди, да ну я сейчас, и мне прям даже не по себе. Это что это ко мне? Это что это ко мне тоже могут вот так вот прийти и сказать, что я дедушкой стал? Ты что, гонишь, что ли? Подожди, если ему сейчас 10... Это херовая затея, тормозите. Подожди, это что это-то? Подождите, я еще не это. Это, подожди, это если там, даже пусть там лет 25. Что, в полтос, что ли? И чё, а как так время-то прошло? Мы только что вон крапиву палкой херачили. Мне такой не надо. Не-не-не. Мне позвонят, скажут, я сразу трубку положу, скажу, все вранье. Приснилось. Жалуюсь на Никиту, если что. Она меня защищает, ругает его и очень любит Эделину. Благодаря помощи бабушек я успеваю учиться и готовиться к экзаменам. В 54 года. Я никогда не постарею, ребята. Я вас умоляю, я такой человек, я всегда буду вот общаться. Мошенники, наверное, звонят, да. Алло, говорит, ты дедом станешь. Пи-пи-пи. Мошенники, да, прозвон. Не-не-не. Наконец-то мы накопили денег, и сегодня наша свадьба. Нахер вы мне это сказали? Я подумал, прикинь, у меня теперь из головы это не будет выходить. Что, с ума сошли? Не надо мне. Никита сдержал свое слово, и я дождалась этого счастливого дня. Но без помощи родителей все равно не обошлось. Мама купила мне свадебное платье, а тетя Таня... Нифига себе свадебное платье. Добавила нам... Эх, сейчас бы в кроссовках. И в этих обмутских коротких штанишках на этот. Ну вы серьезно, ребят? Ну, хоть какие-нибудь дешевые можно на Wildberries, я не знаю, на Озоне там купить штанишки-то. Ну ты чё, друг? На банкетный зал. Молодцы, родители. О, да молодец! Молодец! Я очень рада, что мне этот счастливый день Хочу настал. пожелать вам большого, огромного Поехали. счастья, чтобы вы всегда шли рука об руку. Пошла ебатория. Чтобы все проблемы у вас были решаемы. В общем, будьте счастливы, я вас люблю. Горько! Ну, конечно старший, же, ну, как хотелось всегда, бы, чтобы старший дети все были и вытянули. повзрослее, и постарше, и немножечко, чтобы и думали получше, размышляли. Ну, что выбор... Одни бабки, ну-ка не гони на бабок. Это самый лучший контингент. Вот я на крайний раз на свадьбе был. И я с ними сразу подружился. Я говорю, дамы, вы что будете пить? Они когда это услышали, они вообще все охереть. Серьезно, вы, блядь, вы понимаешь, вы не шарите. Одни бабки. Бабки. Это в первую очередь женщины. Как говорил этот Максим Галкин, да. Да, курага слаще этого изюма. Неважно. Короче, они тоже, да, когда-то были и женщинами. Я говорю, вы что, дама, я говорю, вы что пить будете? Они так вдвоем на меня посмотрели. Я сразу их взгляд понял. Они говорят, бля, молодец. Мы вино. И потом коньяк. Поехали. Да, я на той половине сказал на столе, я говорю, так, я говорю, если сейчас не будет у женщин у наших налито, я говорю, тебе палец вот так вот будешь ходить, как кузнечик. Я
Я говорю, посматривай, я говорю, не можешь жениху, не жениху, я говорю, я сам с невестой налью, я говорю, мамкам им тоже налью, я говорю, ты чтоб за этими смотрел. Я говорю, не дай бог, хоть раз, говорю, не будет налито. Никитин, что Ну, молодец, наливал, кстати, все хорошо. Может быть, когда-то с игру с малой долей вероятности я к нему поменяю отношения. А на данный момент нет. Он ничего не сделал для того, чтобы относились более серьезные возможности. Ну, вот такая вот доля вероятности. Где-то, наверное, правильно. Я буду готовить. Я буду сутками сидеть дома в 4 стенах. И теперь приклей это все на суперклей. Чтоб вечно висело. Обязательно. Ты уже подписала подпись. Ты тоже. Я счастлива. Теперь, наконец-то, я жена. Но рада, что все мои самые родные и близкие люди пришли меня поздравить. О, ребята шарят, да, Прохор Шаляпин. А, говорит, у меня все совершенно случайно. О, да. Это самое важное и самое незабываемое событие в моей жизни. И я надеюсь, что дальше с Никитой мы будем строить нашу семью и воспитывать нашу лялечку. Я вообще долго ждал этого. И наконец-то это уже свершилось. Теперь мы будем чисто втроем. Теперь никто не будет лезть и... Извините, я просто... Про ребенка имеет в виду. Учить меня жизни, теперь я все сам. Официально. В свои 17 лет я нисколечки не жалею, что родила ребенка. Я просто на секунду подумал, да, что, в принципе, была бы неплохая идея. Вот так вот, да, домой приходишь, говоришь, дорогая, мы сегодня, с сегодняшнего дня будем втроем. На своем опыте я поняла, что ребенок — это стимул жить и развиваться. Я бы хотела пожелать девочкам, которые оказались в такой ситуации, Вадиму как и я, надо. верить в себя, несмотря ни на что, как бы трудно ни было. У вас все получится. Никого не слушайте. Никого не слушайте. Слушайте родителей, учитесь и не страдайте херней. И вовремя все работайте, подрабатывайте, не сидите дома, не шарьтесь по углам и не занимайтесь всякой трэшью. Вот тогда у вас все получится, все будет хорошо и всему будет свое время. Да, и слушайте папу Харда, так надо. Да, просто не спрашивайте, почему, просто так надо. Тогда у вас все получится. Все, давайте, на связи.